И здесь только долгие прожарки смартфонов, которые в перспективе будут у меня на основном канале, на обзоре канала Польза.нет. Его вы легко можете найти в поиске. Это смартфон Redmi K50. Угадайте какой? Это, да, Mercedes, и это не Gaming Edition. Gaming Edition по большому счету очень похож. Огромное спасибо Василию. Я думаю, что в обзоре это будет актуальнее, потому что на стриме вряд ли много будет людей. Но это не самое важное. Самое важное, что сегодня мы сможем обсудить с вами, насколько этот смартфон хорош, стоит ли на него смотреть. Если у вас есть К40, вы прекрасно знаете, что на глобальный рынок все это дело не выйдет. Если у вас есть К40, разумеется, вам нет смысла смотреть в его сторону. Но если у вас К40 нет, это опять же Redmi, то будет интересно вам, я думаю, послушать об этом смартфоне. Тем более здесь последний процессор, разумеется, Qualcomm-овский Gen 1. Еще раз, меня зовут Саня, канал Польза.нет Live. Это третья прожарка подряд, по-моему, за эту неделю. Давайте установим ценз. В этот раз 800 лайков, и я буду прожаривать на следующий раз OnePlus 10 Pro. Если наберем за сутки, но я, учитывая сегодняшнее 23 число и что людей будет мало, я не думаю, что мы наберем, но рано или поздно они обязательно наберутся. То есть, проще говоря, приходите, ставите лайк, если хотите увидеть следующий смарт. Смартов у меня хватает, и Realme GT2 Pro, и еще много новинок. Вот таким образом выглядит коробка от Mercedes. Вы, я думаю, часть из вас уже видели обзоры, но все они были из разряда «телефон, круто». Сразу, спойлер, вы думаете, что там 120-ваттная зарядка, и если не включать режим быстрой зарядки, все будет хорошо. Нет, это не так, вы наберете 50%, это я уже дело измерил, за 6 минут, но 100% угадайте, сколько понадобится времени. Пока я сейчас буду рассказывать еще, что я узнал о смартфоне, разумеется, вы можете погадать, сколько необходимо было времени со 120-ваттной зарядкой без включения быстрого режима, чтобы зарядить этот смартфон. Всех с 23 февраля, особенно тех, кто служил, либо кто как-то относится к защите Родины, либо морально готов, неважно. Василий, да, лучший, но это первая у меня с ним коллаборация. Напоминаю, что смартфоны до этого я обозревал также первым. GT2, GT2 Pro и еще море всяких девайсов. Если он мне поможет доставать ходовые девайсы первым, это будет нереально круто. Я думаю, вам всем будет интересно. Тем более, когда мы это в онлайне можем проверить все. 1 000 000 баллов Вантуту не набирает. Нет, не 17 минут, берите больше, дольше, значительно дольше. Следующий момент по поводу этого смарта. Коробка большая, чехол, как правильно говорили в обзорах, довольно убогий, я бы его выбросил сразу, потому что весь кайф от этого смартфона — это его внешка. И если кто-то говорит, что это не важно, и по большому счету, ну, выпустили их 10 тысяч ограниченных экземпляров, и черт с ним, у меня было желтенький, помните, К40, и это была ограниченная серия с кем? Правильно, Брюса Ли. Ну, не а-ля линейка Брюс Ли. И что я могу сказать? Мне он безумно нравился. Вот этот мне нравится еще больше. Если вам интересны коллаборации, допустим, с BMW, той же BBK, потому что это Xiaomi, а BBK коллаборирует с BMW. И BMW у меня был на канале на основном iQOO 9 Pro. Если опять же на него будет интересен стрим подобный, то не забываем прожать лайк, приходим на стрим и будем его жарить. Sokol Bimple почти. Yo Akasura. Вы правы, 40 минут понадобилось 120-ваттной зарядки, чтобы зарядить его до 100%. Вот такая магия, то есть за 6 минут мы имеем 50, за 40 минут 100. Samsung или Xiaomi, если OnePlus, то почему? Давайте я сначала пообщаемся по поводу этого смартфона, а потом я буду отвечать стандартно на все вопросы. Если нас сотни не будет, то все это быстро закончится. Если наберем 100 человек в онлайне, то, наверное, как и в прошлый раз, буду я вам отвечать на вопросы досконально, это раз. А два, наверное, самое важное, то, что мы с вами прогоним это дело все онлайн. 3D Mark, половину тестов он от перегрева, но опять же я его гоняю в чехле, не хочет проходить. При вас попытаюсь пройти парочку, может быть он пройдет, может быть каким-то образом стрим на него положительно повлияет. Много взял, а Василий узнаешь много где. Следующий момент. По поводу 4, что я, Дмитрий, много взял, я не совсем понял. По поводу денег, меня все устроило, я сформулирую так.
Я покупал и дороже смарты, ему огромное спасибо. Там не так это все работает. Следующий, 4 здесь колонки, разумеется, стерео, разумеется, все выползает, но по поводу триггеров они с люфтом. То есть это все дело с люфтом, и говорить, что люфта нет, ну нет. Щелчки мне нравятся, можете послушать, кстати. Я сейчас музыку поставлю на паузу, для того, чтобы вы ощутили всю глубину глубин и прелесть прелестей. Вот. Частота сенсорного слоя у данного девайса не космос. Здесь, как я знаю, 360 Гц. И по сравнению с 1000 Гц, 480 Гц. А у GT2 Pro, как вы помните, где 1000 Гц, кстати? Вспоминаем, где у нас 1000 Гц, но они не нужны. Но их ощущаешь. Ну, больше 300, больше 500 даже. Вообще все это ощущается, когда играешь. Следующий момент. За какое время здесь запускается, допустим, Genshin, мы тоже проверим. В первую очередь я бы хотел при вас показать стресс-тест, не стресс-тест, а Antutu Benchmark, потому что мне аппарат показал 989 тысяч. Если вы посоветуете включить, да, на Брюса Ли был обзор на основном канале, включить какой-то режим особый для того, чтобы его прогнать, легко. Саня, у тебя люфтят сами триггеры или щелчки? Чуть-чуть, да. Нет. Переключатель сам не люфтит. Супер минимальный люфт есть. У триггера, да, есть люфт. Я его даже могу показать на камеру, если видно будет сейчас. Но это 1080p. То есть, видите? Что по цене? Ссылка в описании. Вы можете благополучным образом посмотреть, что там по цене. Без каких-либо моральных или этических проблем. Так, сейчас я единственное, да, изменю, чтобы люди лишний раз не приходили, просто посмотрели. По поводу Mercedes Edition, ну вот это конкретно Champion Edition, я не знаю, где ее взять. То есть на Алишке я ее не видел, в Китае то же самое. Мне кажется, что не купить 10 тысяч экземпляров, фанатов хватает. И очень сильно сомневаюсь я, что можно будет приобрести подобный девайс. Хотя вы можете меня поправить и показать, но это из разряда вот кому-то что-то нравится. GT2 Pro, да, 1000 Гц, молодцы. Кот Бегемот, привет, как динамики, привет. Это домино, но я сейчас могу, опять же, включить. А зачем включать? Genshin запускаем, сейчас посмотрим, как он быстро запустится. К слову, я его уже полностью установил. Завтра уже будет обзор на Samsung S22, и, к слову, я довел автономность его до 10 часов 40 минут. Как вы узнаете в ролике. Вчера мы обозревали его, вчера с вами мы его гоняли. Кстати, как вам Redmi Note 10 Pro из Китая, китайская версия? Вы можете посмотреть обзор на канале и узнать мое мнение. Да, ребяшки. Кстати, все хвалят его стереодинамики, намного лучше звучание с Poco F3. Вы серьезно? Любой смартфон вы берете, вы покупаете к нему колонку, и она звучит за 1500 рублей лучше, какой бы он ни был. Собираюсь переходить на S22 с Mi Mix 3. Помним, что если вы идете на Exynos, на S22, есть маленькое но. Нулевая оптимизация с играми. Лагают танки на средних, лагает Genshin на минималках. И ощущение, когда у тебя смартфон вроде топ, но выбивает 88 тысяч в АИ, ну, все говорят, и что тебе Antutu? Welcome! Вы открываете Antutu в АИ 88, и по идее это видео-фото, но это на графон тоже влияет, там 249 тестов, если я не ошибаюсь. Проще говоря, он никакой. Для игр S22 вообще бесполезен. Но это как с MacBook'ом. Вот, здесь мне очень интересно, то есть там низкие настройки советует прямо сам смартфон. Ты загружаешь Genshin, есть такая тема, я это часто проверяю. Я когда покупаю смартфон и загружаю Genshin, я заползаю в настройки, как он автоматом их выставил. И это важно, если средние настройки он выставляет, значит все в огне. Если он ставит, ну все, вопросы есть. Много питья.
А если только в шахматы, Шон Асакура, вас никто не заставляет же приходить на стримы. Вы можете прийти на обзоры, и там не будет ни питья, ни пауз, ни отвлечений, ни попыток прочитать ваши комментарии. Ничего личного. Единственное, он FPS выставляет 30-ку, я, допустим, ради интереса поставлю 60. И вот так этот супер смартфон реагирует на... Мага, наверное, не стоит, но опять же, здесь тонкая красная линия. Сегодня не стоит, а завтра К-50 стоит космос. Ну, то есть К-50 стоит космос, это факт. И насчет антутовских тестов, меня больше всего интересует здесь UFS здесь 3.1, но... Вопрос не в том, какая версия, вопрос, как она оптимизирована. И чтобы это проверить, нужно идти в Storage Test. Storage Test, кстати, давайте сразу Storage Test сделаем, а потом все остальное, чтобы телефон был не перегрет. И здесь важно, если больше 60 тысяч, все в огне. Samsung или Xiaomi, если нет, то OnePlus. 72. Ну, вопросов я не имею, это космос. То есть по памяти они заморочились по полной. Это такая же тема, как Realme, когда ставили DDR4, LPDDR4X вместо 5, а баллов у нее было больше, чем у 5, вот в storage тестах. PlayStation 5. Саня сказал, ответит позже после К-50. Так, не забываем прожать лайк за труды и давайте, наверное, до того, как я начну рассказывать об этом смарте, разумеется, я его ставлю для того, чтобы вы не думали, что я его просто так хейтю. Нам же обязательно знать, до какой температуры он прогреется, как он будет как он будет реагировать на тесты, и вдруг он вообще просто у нас умрет, и тогда вопрос, стоит ли покупать К-50, у вас отпадет напрочь, правильно? У меня бы отпал точно, ну, на вашем месте. Поэтому я сейчас что-то там настрою, и мы будем смотреть на то, как смарт будет мучиться. Тем более 100 человек нас набралось. Напоминаю, 800 лайков в этот раз мы набираем. Это реально, у меня уже есть стримы по 800 позавчера, по-моему. И вчерашний уже 600 вроде бы набрал. И после этого жарим, давайте, OnePlus 10 Pro. Давайте, чтобы я со слезами на глазах рассказывал вам, что мой смартфон, по большому счету, это просто мой выбор из-за чего-то там, потому что я люблю OnePlus. Шучу. Так, я не шучу насчет любви, но телефон и правда хороший. Я сейчас тест-аген ставлю, не будем сильно разглагольствовать. Обновлений мне никаких не приходило. Смартфон великолепно себя ведет, никакие мне не нужны холодильники для того, чтобы его улучшать. Ну, мне в принципе не интересно ничего улучшать. Как и ухудшать, к слову. Я специально его без чехла запихал, потому что я бы носил такое без чехла. Не слишком громко музыка, пишем, может быть у кого-то какие-то проблемы со звуком. Если есть проблемы, то будем их решать. Сегодня я выгрузил, к слову, обзор на довольно странный планшет. Это TCL. Я с болью в сердце выгрузил его, так же как у меня Blackview, по-моему, и планшет, и телефон есть, и у меня нет особого желания его выгружать. По поводу TCL я, наверное, скажу так. Вы посмотрите обзор, выиграете его, продайте и купите себе какой-нибудь приличный от Huawei, допустим. Вот. Следующий вопрос. Обзор на него будет? Разумеется, будет. И, разумеется, все это будет скоро, я так думаю. Опять же, все от вас зависит. Если, допустим, 800 лайков может и не набраться. Ваня наберется, просто не сейчас. Вот и все. Лайки никогда не набираются во время стрима. Лайки набираются потом. Допустим, вчерашняя трансляция набрала изначально у нас 300 лайков. Вот. А потом уже, получается, сейчас я вам скажу, сколько уже. Уже 567. А если брать позавчерашнюю прожарку OnePlus, ну или на днях, я не помню, какого числа мы делали, сейчас я вам сообщу, там уже 646. То есть все зависит от подписчиков и от их реакции. Это я считаю абсолютно разумным. Вот это коллаба с Мерседесом. Это довольно красивый смартфон. И в принципе то, что я видел с Брюсом Ли, ну ничуть не хуже по мне.
Приветствую из Дагестана. Стоит ли Realme GT 2 брать китайский или лучше всего взять камера-производительность? Подождите глобалку и все. Вот я не игроман, но как что-то необычное очень понравился К40, но эти прошивки, эти траблы с NFC, разумеется, а зачем? Я не знаю, вот я рассказываю о К40 и К50 исключительно с точки зрения того, что это существует. Есть фанаты, которые на них сидят, но это альтернатива каких-нибудь там Black Shark'ам. То есть вы хотите игровой смартфон, но вы хотите отличаться от тусовки вот этой школьной. Вот у вас уже не совсем школьный смарт, потому что все-таки там китайская прошивка и правильно свои минусы. Здесь нужно включать голову. Это не мотивация к действию, это я пытаюсь для себя понять, кто их покупает. Ты купил К50 себе или прислали? Ваня, еще раз повторяю вам, я говорю, когда что-то пришлют. Кто пришлет китайский смарт? Я вам раскрою страшную тайну. Никто блогерам русским китайские смартфоны в принципе не присылает. Потому что это неразумно. Если это глобалка, они присылают. Но опять же, допустим, по мне, кто мне может прислать? Мне Xiaomi могут прислать. Ну вот сейчас, может, пришлют. Poco может. Вот. Но это опять же глобальные смартфоны. То, что я рассказываю о каких-то китайских Realme GT, GT2 Pro, OnePlus 10 Pro, кому я нужен? Ну серьезно. То есть им в принципе наш рынок не нужен. Когда будет глобалка, может быть. Вот. Но этот смарт я купил еще раз при помощи Василия. Василию огромное спасибо. И как вы видите, ему и особого интересно мне его давать, учитывая количество нашей активности. Ну, может, что-то даст потом. Все будет зависеть от того, как у меня обзор наберет. Если ему он понравится, то может продаст. Опять же, я у него покупаю. Дальше, 28 февраля, выход глобалки GT2 и GT2 Pro. Дмитрий, ну на меня это мало влияет, я про них уже рассказал. Я максимум про Mi 12 в глобалке расскажу, потому что это хайповая тема. А GT2 и GT2 Pro рассказывать в глобалке зачем? Ну может быть, но я подумаю, посмотрю, сколько они будут стоить. Китайцев обычно не присылают. Мигас их в принципе не присылают. Ну, то есть смысл присылать блогеру китайский смартфон, тем более я не хочу вас обидеть, я очень рад вам всем. Спасибо, что приходите, но нас всего 100 человек онлайне. Я не стримлю на основном даже канале. Чтобы вы понимали, вот этот канал у меня и правда для души прям на 100%. Тот-то для души. Посмотрите, еще раз повторяю, даже обзоры на товары, которые мне прислали. Ну, матом я про TCL не сказал. Но мне кажется, там очень сложно было сделать выбор, что да, я пойду TCL покупать планшет. Зато у моих подписчиков появилась возможность выиграть какой-то гаджет, который, ну, мне не пришлось покупать. Я этому рад. Вот, за 10 они спокойно это дело продадут, если не за 15. Эта версия с Dimensity? Нет, эта версия вы узнаете какая после того, как мы пройдем, что? Правильно, Antutu Benchmark. Почему я делаю это при вас? Потому что есть несколько способов улучшить результаты. Повесить его на внешний аккум. Помимо повешения на внешний аккум, попытаться его охладить дополнительно. И, как вы видите, извините, это смех очень глупый, но я не знаю, что с ним случилось. Я сейчас его перезагружу. При том фоне только одна программа. Глюк системы. Я такой первый раз вижу. И здесь, кстати, идет какая-то оптимизация системы. 5 секунд. Privacy, Additional Settings. Я что-то там, ну, по-моему. Но я не знаю, как так может быть. То есть он показал нулевые цифры в GPU, то есть в графическом процессоре. Я понятия не имею почему, но я что-то делал в батарее. Performance. Balanced. Ну вот. Performance. Окей. То есть здесь есть 3 варианта. Каким образом использовать батарею, я оставил в Performance. Я не знаю почему даже. Короче, я сейчас перезагружу. И пусть он на горячую проходит тогда, если он не хочет. Янус, спасибо большое, больше, чем за прошлый весь стрим. Сегодня не могу быть с вами, да, так большинство, огромное спасибо, что вам это интересно, потому что все-таки это как вообще? Я первый раз вижу такой баг, но опять же, почему смартфон должен идеально проходить стресс-тест? Если 0, значит у него какая-то блокировка сработала. Но у меня получилось 987, вот до стрима я проводил, я вам показывал.
Redmi K50 Pro на MTK 9000, а Redmi K GE на Драконе 8 ген, правильно же? Ну давайте, ладно, я вам сейчас покажу Аиду. Давайте покажу Аиду, потом покажу, что показывает наш великий ужасный Antutu. Окей? Потому что вместо слов лучше все показать в программе, и вместо того, чтобы рассказывать, что вот он кайфовый, лучше всего там протестировать камеру ту же, как много места занимает, как быстро автономность теряется. Аида пытается установиться, и получилось у нее все. В этом всем Майкл Масси так виноват. Все окей. Система. 12 гектар оперативы, то есть здесь утрированно полный фарш. Прямым текстом. И проц Bluetooth версии 4+, выше 4. CPU. Вот он, центральный процессор. Ну, кто у нас там разбирается? Приветствую, дошел до нас, да? Зло, а это запрещено или что? Я просто тут недавно. Мата, хамство, политики, любых форм ненависти друг к другу здесь нет. Просто сразу баним и идите там, где это все обсуждают. По экрану, в принципе, ничего не поменялось. Дмитрий Вельдин, и тебя с праздником. Всех, кто может себя считать защитниками Отечества, особо поздравляю. Не забываем прожать лайк, наберем 800 и буду прожаривать OnePlus 10 Pro. Может, если не наберем, тоже буду, но точно не скоро. Потому что стримы, как вы понимаете, это время. И я думаю, что вы понимаете, что это ваше время, мое время. И все это хорошо. Батарея 4700, очень даже неплохо. И следующий момент. Давайте в Antutu я покажу те же самые спики. Так, Antutu, Accept. Ладно. Я сразу через 3D Mark зашел. Пам-пам-пам. Verification. Может быть, он определит девайс. K50 Gaming. Видите? То есть он определил этот не гейминг, а по факту Champion Edition как гейминг. По поводу проца, всем, кто выиграл... Сегодня читал про планшет Lenovo Legion. Будет ли обзор? Понятия не имею, может куплю. Но планшетов я закупил много. В принципе, они более-менее публике интересны. Если будет также просмотров больше там 20 тысяч на планшете, то почему нет? А он дорогой? Вопрос дня. Потому что планшет я потом не продам за ту же стоимость. Я потеряю процентов 40. Это стабильная тема. Еще раз пробуем бенчмарк. Я отключил этот перформанс, непонятный мне и вам. Как у него со звуком из динамиков? Только не надо говорить, купи себе колонку за 1500. Ерема, я так и ответил уже. Меня уже спросили. Ну окей, я сейчас включу и оценю. По моему мнению. По моему мнению, хорошо? Дальше. Я, кстати, похвалюсь. Нет, не похвалюсь. Нет, похвалюсь. Обзор скоро будет на вот это вот. Я понимаю, что на 13 Pro iPhone было сравнение с 13, но сейчас мне интересно прям в первую очередь по камерам. Реально ли есть смысл в этом девайсе или его нет. Вот. Сразу, конечно, странно, конечно, ну ладно. Я не знаю по поводу чего, но это мой выбор. Вы имеете в виду странно, что здесь нет мата, хамства, рекламы и всего остального? Это канал лайв основной для того, чтобы я мог возможность иметь общаться с вами. Во-первых. Во-вторых, вы могли в онлайне спросить, что, ну вот что-то железное, могу с железкой сделать. Ну, что-то я не хочу делать, потому что я хочу, чтобы вы посмотрели обзор. Какие-то определенные моменты я утаиваю на стримах. Но основу вот вы сейчас, допустим, увидели, что я раз протестировал Antutu 2, сейчас при вас протестировал, слетело. Сейчас будет третий раз уже получается. А зачем в 2022 вообще нужны планшеты? Я вам скажу откровенно, это тема. То есть, чтобы играть, допустим, в танке, классно, я использую планшеты для работы, честно. То есть iPad 11, кстати, на 12.9 я завтра заберу, я сегодня забыл его забрать.
Что взять за 30 тысяч? Скажи, пожалуйста, если что-то годное, что можно добавить 2-3. Ну, это OnePlus 9 RT. Это Xiaomi 11T Pro. Вот в таком диапазоне, опять же, на лютом сейле. Я сейчас посмотрю, я вас сейчас, может быть, дезориентирую, потому что курс доллара меня прям, я думаю, как и вас, слегка, я не знаю, мне надо посчитать. Потому что если вы видите ту же картину курса доллара в Российской Федерации, что и я, в рублях я вас ориентировать уже не могу. Это, к слову, почему я раньше говорил в долларах, а, пожалуй, я продолжу говорить цены в долларах, потому что, еще раз, все железки, что вы покупаете, но вот единственное, сейчас идет сейл. Если вы не заметили, в распродаже сейчас практически вообще ничего нет, то есть тишина, и мертвые с косами стоят, потому что позавчера лупанул курс. После того, как он лупанул, что люди сделали? Очумели. И это правильно. Почему правильно? Потому что ценник просто космос, лютый, злобный. И единственное, что народ скупает, и я сам скупил очень много всего свеженького. Вот. К чему это все? К тому, что почти закончил он, не завис хотя бы тротлинг-тест, и это хорошо. Дальше, не вали, а в РФ, если сможешь сказать желательно. В РФ вообще понятия не имею. В ценнике на девайсы в Российской Федерации меня абсолютно не интересует, потому что то, за какие деньги здесь продается Realme GT Neo 2, для меня это прям вот, ну, а когда мне скидывают народ, что, о чем ты говоришь, я скидываю цену на Али, я там покупаю. У вас есть право покупать где угодно. Я не буду ваши цены апеллировать, ну, вашими ценами. Это как купил я Samsung S22 вчера. Я делал на него обзор. За 49 я его купил. Я купил за 49 в Российской Федерации. Вот. Вы хотите, чтобы я рассказывал, где я могу в России купить дешевле? Ну, окей, Realme 9A я буду рассказывать за 13, потому что на Авито за 13 тысяч море я купил тоже за 13. Великолепный пока аппарат, я не знаю, чего его хейтили, за 13 тысяч рублей в России. И пошли скупать, а там самым еще поднимаю курс. Игорь, я вам скажу, что если вы имеете капитал, и вы пытались вчера купить наличные доллары в России, в Санкт-Петербурге, у вас это сделать не получилось. То есть, ну вот это вот общее отношение к экономике, мы не будем трогать политику, но по поводу экономики вчера я 16 мест, в которых можно купить доллар. У меня небольшая сумма в рублях была, я и так в рублях ничего не храню. Но вот то, что оставалось. И нету нигде. Нигде. Сколько отделений Сбера, ВТБ, обменников, баксов нет. То есть, если вы думаете, что этим самым мы разгоняем, мы не разгоняем, их не купить. В 11:30 не было уже нигде. Может быть, в Москве кто-то где-то нашел. Я бы и по сотке взял. Потому что, ну, я говорю, вы не жили в 90-е, я жил. Вы не жили в 2008-м, я жил. Большинство из вас. И большинство на стриме так и сидит, когда ты понимаешь, что у тебя деньги превратились в бумагу. Все. Дальше, это не лирическое откидывание. Почему? Потому что этот смартфон можно было купить за 41 тысячу рублей. Сколько сейчас он? Ну, посмотрите, как вырос юань за эту неделю. И никто не разгонял юань. Никто не бегал покупать его по обменникам. Получилось, в ВТБ инвестициях можно хоть по 10 раз в день перепокупать и выводить. Крайт, выводить это за нал, ну, то есть наличку. Я не знаю, что у вас там получилось. Налички не было в банках. Так покупай евро. В чем проблема? QB. У меня есть евро. Я не хотел евро. Дальше посоветую, на что поменять Poco F2 Pro, чтобы достойно было. А какой у вас прайс? Опять же, давайте откровенно по поводу всех этих инсинуаций из разряда «что купить». Вот там есть в описании предпоследняя ссылка, канал взаимопомощи. Добавляйтесь туда и благополучным образом спрашивайте бюджет, что вас интересует, чем вы пользовались, там любите MIUI, готовы ли вы терпеть у MIUI, допустим, проблема с датчиком приближения. А самое важное, не забудьте один простой и прекрасный момент. Это... Что вы вообще хотите от телефона?
фото больше, видео возможности, больше габариты и т.д. и т.п. Если вам скажет, какая модель, верхняя ссылка, канал со скидками, там телеграм-канал мой, и вы вбиваете в поиске модель и тыкаете то, что нашли, и смотрите на цены примерные. То есть вот за эти деньги люди покупали. То есть когда я постю что-то, вот допустим сегодня был рюкзак за 2260, я его не успел купить. Бэкпак. Написал успел, закинул в корзину, пока оформил пост. Захожу, все, у меня цена показывает 6000. И у людей кто-то успел. Вот то же самое со смартами. Кто-то успевает, кто-то нет. Redmi Note 11 Pro глобалка будет, разве ее нет? Как относишься серьезно? PlayStation 5 тебя удалили зря, потому что я к миллионникам, я не против того, чтобы их вспоминали. Как я отношусь к Вилсе, это рекламный канал. Это когда из ОРТ вырезать все программы и оставить рекламу. Вот это Вилса, все. Ну, как бы, как вы относитесь к рекламе? То есть человек говорит откровенно, я делаю только рекламу, разные ее виды, меня это дело прет. Я могу рассказать вам его маркетинговую модель любого миллионника. То есть ко мне также приходили. Ты делаешь обзор на какой-то товар, тебе крутят 300 тысяч просмотров на этот ролик, ты получаешь эту монетизацию, они получают утрированно там со скидкой обзор. Ну, Вилса он 1,5 миллиона стоит, он там за 300 тысяч просмотров им даст, допустим, за 1 200 000. И все, у вас ощущение, что у него кто-то что-то смотрит. Я не знаю, как это смотреть. Я его пытаюсь смотреть периодически на какие-то узкие товары, но я не понимаю, в чем смысл, потому что там до такой степени откровенная реклама с бесполезной информацией, либо откровенный хейт на те товары, которые он не может продать. Вот. Но это один из немногих блогеров, которые стали медийной личностью, у него это удачно получилось, и в принципе это неплохо, в каком-то смысле он пиарит технику, он приходит на эти крупные телеканалы, рассказывает о том, что есть железки, что из железки тоже интересно, не только вино, коньяк и кокаин, и все. Я против алкоголя, наркотиков и всего подобного, если что. Вдруг еще за это забанят. Привет, Саня, поздравляю с праздником, желаю хорошего настроения, побольше лайков. Да, напоминаю, 800 лайков и будем прожаривать OnePlus 10 Pro. Либо еще что-то интереснее, потому что у меня смартфоны еще будут. И у меня, в принципе, есть, получается, сейчас на тестах еще 6 их. Вот, но основное сейчас это, конечно, я буду К50 мучить. А что так же не делаешь? Крайт, зачем? У меня и так все хорошо. Вы не совсем понимаете систему. Я работаю на YouTube уже, получается, 4 года. Вы можете посмотреть канал, я делаю обзоры практически каждый день. Вот последние там 1,5 года каждый день. И в рекомендациях, как многие блогеры жалуются, меня нет. И не было никогда. Я работаю исключительно с той точки зрения, чтобы я был в поиске. У меня конкретные девайсы, я никогда не пишу там, что за хлам, давайте, ну, у меня есть кликбейт, но у меня всегда есть название конкретного товара. Мне не интересно, чтобы люди шли ко мне смотреть на меня. Мне интересно, чтобы они шли смотреть на железку, ну, и было бы неплохо, чтобы они каким-то образом считались с моим мнением, а стримы, допустим, провожу для того, чтобы мои тесты были наглядные. И ни у кого не создавалось ощущение, что я, допустим, убил телефон, как многие там рассказывают мне, что кто-то какой-то смарт убил. 936 тысяч можем пройти второй раз ради интереса. Почему? Потому что здесь есть два пути. Если вы думаете, что второй Antutu тест покажет меньше, это не факт. Иногда даже горячие смартфоны, наоборот, показывают больше. Так что ж ты по итогу на стриме сидишь, а не увился? Зло абсолютное. Но есть же дети, есть тролли. Напоминаю, что на канале, к сожалению, 4% у нас девушек только на основном и меньше 2,5% людей, которые Google определяет как люди младше 18 лет. Наверное, поэтому на этом канале, наверное, их больше. Вилсу смотрит кто-то. Круто. Чего? Мне камеры понравились. Realme 9 Pro. Плюс. Никита, вопрос дня. Еще раз советую. Вы смотрите, допустим, посмотрели мой обзор Realme 9 Pro. Вы смотрите на маленьком телефоне, либо телефоне с низким качеством экрана. После этого вы смотрите на ноутбуке. Возможно, у вас нет 2К ноутбука там за 100 тысяч рублей, и у вас тоже не топовый экран. Но вы можете посмотреть на телевизоре, и в принципе на телеке уже видно. И даже на 40 дюймах. И если у вас нет возможности, желания, еще чего-то, идите в комменты. Люди очень хорошо отмечают какие-то недостатки. Допустим, то, как гуляли кабеля. Посмотрите, вот вход.
я вроде бы волшебен. Но то, что позади меня, ну нет, нет. Я не буду, ну, как смысл хейтить девайс за 20 тысяч рублей, потому что, в принципе, ценник адекватный. Вот. Ценник, в принципе, адекватный. И говорит, что, ну, на свои деньги он снимает. То, что он запотевала камера, я рассказал. И на стриме рассказал, и показал потом в обзоре. Правильно? Сравнить с Нордом сравнил сразу, чтобы не было тоже лишних вопросов. Саня, хороший видос и правильно сказал, не теряя именно свою фишку вещания. Эта тема работает. То есть, понимаете, Дим Димыч, спасибо большое за... Во-первых, я крепко сплю, ну, за поддержку. Но это не потому, что там, вот там... хорошие люди, плохие люди. У всех своя система. У меня система, чтобы я хорошо спал, знал больше девайсов. Мне нравится, когда я их тестирую, когда они через меня проходят, я их люблю. У меня становится больше опыта. И, в принципе, почему я комменты, допустим, читаю. Когда я читаю комменты, я выбираю девайсы, которые мне советуют, что людям интересно. То есть это такие лайфхаки. А насчет просмотров, ну, нет у меня 2 года рекомендаций, да и черт с ними. Почему? Потому что их нет, я на них не надеюсь. Меня смотрят мои зрители. Вот вы сейчас приходите на 143 человека 23 числа в 22:44, и мы обсуждаем китайский телефон. Ну разве это не круто? То есть 144, там, из них 120 минимум единомышленников, которым нравятся железки в разных их вариациях. У меня есть возможность их купить, рассказать вам, показать, пообщаться с вами. У вас есть желание друг с другом пообщаться. Это круто. Это самое важное. Потому что, ну, я уже древний. И плюс еще 20 лет армии, оно, вы же понимаете, шифер давно ушел, и что там осталось, то и осталось. А что за человека удалили, не знаю. Вилсу никто не смотрит. Роман, ну кто-то, дети-то смотрят, еще как. Там девочки красивые у него. Картинка ничего. Разыгрывает он много всего. Скажи, плиз, зачем в телефонах съемка 8К? Маркетинг нет ничуть. Смотрите, матрица в чем. Вы сейчас снимаете в 4К и вас устраивает. Когда-то в 80-х, ладно, в 90-х годах я был, помните эти телевизоры? Мы когда думали, что там 1080p, бах, там компьютеры, цветные экраны появились. Техника не стоит на месте. 8К и 60 FPS будет, и 120 FPS будет. И телевизоры по 70 дюймов будут уже не в пикселях. И YouTube начнет вещать рано или поздно 8К. Технологии не стоят на месте. Это хорошо, что кто-то куда-то пытается двигаться. Так, а что у нас случилось с ним? Over my dead body, как говорится. Короче, он в стрессе. Overheating. Перегрев. Wave Mobile Data, Wave VLAN, то есть у него отвалилось все. GPS и камера. И он отдыхает. А кстати, о птичках. Сколько FPS PUBG я сейчас вам точно не скажу, потому что он перегрет. И опять же, чем вы хотите, чтобы я измерял FPS в PUBG сейчас? Вопрос месяца просто. К слову, сам смарт всего 48 градусов. То есть все эти обещалки, что он не будет греться, они как-то не прошли. 48,3. Повезло, что сразу не заблочили. Я не понял, о ком вы, но хорошо. Дальше. Саню как раз в свое время в поиске и нашел. И поэтому, да, поиск тема. Пусть чуть-чуть отдохнет, и мы после этого, наверное, попробуем Антунту. Нет. ЦПУ Throttling тест. Давайте сразу по больному, скажем так. Да? Потому что все остальное мелочи жизни, и как многие скажут, это вообще не важно. Вот видите, важно. Он 2 стресс-теста Антуту прошел еле-еле, а на 3-й сказал, я, в общем, устал. Я устал и больше не хочу этим делом заниматься. Сейчас я приоткрою окно, потому что, в принципе, в помещении не особо и холодно. Но я бы сказал, что жарко. Пусть это тело чуть-чуть отдохнет. 48 градусов ему не нравится. Притом Samsung с 48 градусами подлагивает, но не сильно. Повторяю, что завтра на Samsung S22 будет обзор. Мнение сформировано. В принципе, там ничего особенного в плане основы. А основа в том, что он хорошо снимает и не про игры. Однозначно. И процессор Exynos это
плохо. Я про 4К 60 FPS лучше, чем 8К 30 FPS. Смысл сейчас это пихать? Кому лучше? Ну да, там более гладко. Но на большем экране лучше будет выглядеть 8К. На экране 8К. Но это опять же мое субъективное мнение, вы можете не соглашаться. Но 8К это всегда запас. Лучше, когда у тебя есть 4К 30 FPS, 60, 120 и 8К, чем когда 8К нет, правильно? Роман, у 12 серии, у 12 я не видел проблем с датчиком приближения. Они же признали, зато у них запотевают камеры. Но, кстати, Василий, который продал мне этот телефон, сказал, что у него была партия 12-х, не потело там вообще ничего. Ни 12, ни 12 Pro, ни 12X. То есть все блогеры, включая меня, я покупал в 3 разных местах, не у него. И у меня, получается, все они пришли потеющие. Все. Притом с разных мест, получается, но единственное, я через Али покупал. Привет, Саня, спасибо за видеообзоры. Сергей, вам спасибо огромное. Пожалуйста, подскажите по беспроводным наушникам в категории 2,5. Открывайте вот этот вот канал со скидками, верхний, Telegram. И все, что я там постил за сегодня, вчера, позавчера, все хорошо. И в 2500, в принципе, уложиться вы сможете. За 3000 можно было... Нет, 2500 не уложитесь. One More Piston Buds Pro было за 3. Если они все еще там висят, докиньте 500 рублей. Процессор Exynos это печально. Это не печально, это драма просто. Потому что под него не оптимизируют ничего. В первую очередь, к сожалению, это основа, что игры не оптимизируют для нас, для всех. Дальше. Здравствуй, Александр. Какой лучше взять OnePlus 9R? 9 Realme GT 2, Neo 2, бюджет 35 тысяч, по характеристикам нет определенного, что-то среди них. Не болей, продолжай дальше. А почему все предполагают, что я должен болеть, друзья? Выгляжу плохо. Старость не в радость. Я бы выбрал 9RT даже. Вот. Из всего вышеперечисленного вами, Валера. Есть, я не знаю, правда, что там с курсом сейчас. Но по скидкам, мне кажется, сейчас вот в ближайшие дни можно предупредить. Примерно. МТК так же плохо, как Exynos. Евро. Еще раз. Мы не рассуждаем, что есть лучшее из худшего. Если мы знаем, что под Qualcomm оптимизируют все, зачем нам думать? Ну вот это как в зеленых человечках. За тебя уже подумали. Если ты хочешь подумать сам, покупай МТК, Дименцию. Ну, Дименция еще хоть, не знаю, ну, покупай, окей, Exynos, Dimensity, что хочешь. Но не Qualcomm. Твой же выбор. Ждем тебя с прожаркой с OnePlus 10 Pro. Да, не забываем, 800 лайков рано или поздно наберем, и тогда будем жарить OnePlus 10 Pro. Учитывая, что у нас всего 121 человек, и уже набрали мы 163, то я думаю, это реально. И да, OnePlus 10 Pro будет поинтереснее даже, чем K50, потому что его купило уже больше людей, я уверен, что и купят. А этот, к слову, смарт вообще не купить в принципе. Что неудивительно. Следующий момент, какой у меня... Думаю, у него сработала защита. Сергей, скорее всего, но в играх это тоже возможно. Привет, помню, на стриме был вопрос, чем отличается китайская ColorOS, китайский браузер по умолчанию. Если выделить текст в каком-то приложении, нажать веб-поиск, запустится именно он. Если это сделать в Chrome, то поиск будет в нем. И еще одна особенность. Двойное нажатие на кнопку блокировки запускает китайский кошелек. Изменить это пока, как я понимаю, нельзя, правильно? Артируш. Может быть, как-то в настройках. Я говорю, я так не ползал еще. На C20, на S25, на S22 Plus доме тоже заметил, что в колде нельзя выставить графики выше минимума. А в Genshin какая-то каша. Написал пиарщикам Samsung, вот что мне ответили. Samsung связан с адаптацией игр под новый Exynos, с графикой AMD. Скоро разработчики игр будут оптимизировать игры, и все будет доступно. Сейчас, еще раз, Samsung S22 для игр вообще днище. То есть это бесполезный смарт на уровне 100%, это хлам. Это хуже, чем Realme Q3. Я не буду так радикально в ролике говорить, я в конце там скажу, что он вообще не про игры, и все. Но, так, сейчас я сброшу. Но, да, это печаль, когда у тебя смарт за 60, 70, 80 тысяч, и такая вот беда. Однозначно.
Следующий вопрос. Добрый вечер. Добрый. Эгрил Сергей Брагин. Саня, не желаешь протестировать Honor Magic 3 Pro Plus? Зачем? Кому нужен Honor Magic 3 Pro Plus, друзья? Вот пишите вот сейчас прям в онлайне 117 человек. Как много из этих 117 человек желает посмотреть на Honor Magic 3 Pro обзор? И уж тем более кто-нибудь вообще рассматривает его к покупке? Ну, кроме тебя. Давай честно. Exynos это разработка Samsung. Ну, а чья еще? Ну, можно сейчас погуглить, но мне прям интересно. Американский Samsung должен быть норм, но мы не в Америке живем, друзья. То есть извращаться S22 покупать из США с Qualcomm гениально. Samsung Exynos. Но они пытаются. Отложила выпуск. Ла-ла-ла. Мне кажется, да. По всему тому, что у них получается, скорее всего. Странно, но прожарку именно этого смарта я хотел бы увидеть. Понял. Samsung вообще относится к камерафонам, под процессор Exynos игр их плохо оптимизируют, и они не подходят, если вы собираетесь брать телефон для игр. Инкогнито, но с другой стороны, Kirin Huawei-вский благополучно справляется. Exynos для просмотра черного экрана. Сань, ты говорил, что AliExpress отменяет твои заказы. В чем причина? Антон все еще разбираются. То есть, как бы, ну, вроде бы я и не совсем маленький блогер, и у меня есть кому написать и спросить. И бренды тоже кое-какие есть, которые ну, более-менее меня знают. Нет пока никакой информации, почему. Никто не отвечает. Типа дорого и без гуглов, но для камерафон, думаю, он не хуже, чем яблочный. Так, понятно. И прожарка. А с чего там нет гуглов, Александр Плешков? Сань, когда стол шатается, штатив гуляет и в микрофон отдает. Все. Вопрос дня. Это не... Я понял. 5 секунд. Сейчас я это все дело поверну, чтобы не было таких недостатков. Вот сейчас стол гуляет, но штатив не шатается. Как думаешь, после небольших S22 Mi 12 станут чаще небольшие флагманы выпускать? Будем ждать, посмотрим, как у них будет с продажем, они так решат. Саня, как думаешь, если бы 83 восьмерки Gen 1 делались бы по техпроцессу TSMC, а не Samsung, они бы были лучше? Лучше? Думаю, нет. Так, старт. Тротлинг тест на холодную уже, то есть мы его остудили без чехла и посмотрим. Разумеется, 100 потоков 30 минут. Какой смарт выбрать с бендом 7 и 20? У меня Теле 2, они важны. Серьезно, их море. Любой глобалка, ну почти любой. Кто знаком с Apple M1? Для игр как? Никак. Вообще никак. Кто знаком с яблочными девайсами, на которых кто-то играет? Ну, я не знаю, у меня есть ноутбук на M1, что на нем можно установить? Можете меня просветить. Я думал, что у меня салют на улице, а это стол. Скузи. Дальше. Саня, давно пришел к выводу, что флагманы специально делают с изъянами, чтобы продавать новые модели. И не флагманы, и средники, вообще, в принципе, смартфоны. Раньше у них делали специально, чтобы быстрее деградировала батарея, потом замедляли яблочные, да, и еще много всего. Но это маркетинг, это как с машинами. То есть это тоже глобальный рынок, люди делают миллиарды просто. Ну, не знаю. Но с другой стороны, у них есть конкуренция, это хорошо, потому что мы имеем, что имеем. Мы имеем много брендов, которые друг с другом воюют. У меня роутер TP-Link, хорошо. Нет, у меня роутер с Xiaomi, все роутеры. Интересно, почему на многих телефонах от Honor, Huawei нет Google сервисов? На телефонах от Huawei, на Honor нет, они есть. С чего их нету? На M1 винду не запустить. Artirush. Дальше. В черном списке Huawei. Никита, я в курсе. Какой Snap лучше? 732G или 695? Эд Домин
Это домино. Вы серьезно не можете это в GSM Arena, допустим, посмотреть сами? То есть плюс-минус они одинаковые по большому счету. Везде написано, что 695 лучше по всем показателям при том. В первую очередь тем, что он новый, хотя бы. Вы видите вот эту вот красную полоску, это значит, что все плохо. Спойлер. Насколько плохо, мы увидим чуть позже. Будем надеяться, что он тоже не напишет overhead, потому что прошло довольно малое количество времени. Смарт я обновлял, то есть если у него есть какие-то проблемы, это больше проблемы уже не ПО, а железо. И все эти обещания, они сейчас, я скажу, что обещали. Графен и графит. Я не совсем понимаю, как и то, и другое туда запихали. В общем, там должно быть идеальное охлаждение, но его нет. Следующее. Зачем Xiaomi купила Honor? Когда Xiaomi купила Honor? Я как-то пропустил этот момент. Саня, привет. Посоветуй наушники для музыки до 5000 рублей, неполноразмерные. Их море. OneMoco Infobuds Pro. Думаю, у него сработал, уже ответили. Дальше. Сань, ты надеялся на хорошее охлаждение на этом телефоне, а по тестам смотрю хуже Moto X30. Еще раз, я тоже надеялся, Сотик Лорд, как и вы, что будет хорошее охлаждение. Ну вот что имеем, то имеем. Для этого стрим и существует. iPad Pro 2021 на M1 Proц, получается на нем не играть. А что вы туда установите? Еще раз. Вы, мне кажется, не совсем понимаете, что яблоко это не про игры. Яблоко это про работу, серфинг в интернете, еще раз работу, еще раз серфинг в интернете. И все. Если честно, на ходу, это вы про что? Артплей. Ну, вас, чувствую, будут сейчас банить уже. Привет, Сань, с праздником тебя, удачи в творчестве. Алексей Ши, вас давно не было видно, очень приятно. Спасибо, и вас тоже с праздником. Дальше. Я думаю, артплею придется вас, да, заблокировать. Очень жаль. Троллить нежелательно, особенно на стримах. Не забываем прожать лайк, наберем 800 штук. Буду также прожаривать OnePlus 10 Pro в онлайне. Сможете поиздеваться над его процессором, поиздеваться над тем, как он проходит все стресс-тесты и пообсуждать, какие у него плюсы и минусы. Я расскажу вам свои впечатления, потому что хожу с ним давно. И напоминаю, что можно будет еще 13 Pro Max в онлайне прожарить. И я думаю, что многим будет интересно. Напишите, 13 Pro Max было бы интересно или нет. Всех привет, чуть не успел на стрим, но успели. To each with own. С праздником, Алексеу, дай вас тротлинг-тест как волна в море. Никита, есть такое дело, но это еще не худший вариант развития событий. Я морально готов был после вот этой мини-красной полоски к тому, что будет все намного хуже, но это не так. Вот. Это же Mercedes Edition, а Мерседесы перегреваются. Вспоминаем Гран-при Австралии 2019. Да, но я не фанат, к сожалению, гонок. Но с удовольствием смотрю, если есть такая возможность. Рэй Фокс, спасибо, вы третий, по-моему, сегодня, прямо от души. Да, я смотрел прожарку iPhone. Да, я бы посмотрел прожарку iPhone 13 Pro Max. Попробуем, хорошо. Саша UA, если не сложно, пишите на русском, потому что украинского я не знаю. 13 Pro Max после прожарки не будет еще больше глючить? Ну, будет, значит будет. Еще раз повторяю, 13 Pro Max я только купил. У меня был 13 Pro, как вы помните, я делал на него несколько обзоров, топил в фонтане и вот это вот все остальное. Здесь более, наверное, в первую очередь меня интересовал вопрос купить данный смарт для того, чтобы потом сравнивать айфоны, которые новые выйдут, чтобы все купить. Миньку я тоже купил, и поэтому у меня получается из линейки в принципе все. Саня, привет, 13 Pro нужен.
13 Pro уже был, по-моему, нет? Но обзор точно был. Да не выдумывай, заходишь в App Store, устанавливаешь все возможные игры. На M1 доступна эмуляция для мобильных приложений, как и приложений для Intel через розету. Все good. Серьезно, мобильные приложения для этого M1 покупать? Интересно, как в будущем будет у смартфонов с охлаждением? Мощь растет, а охлаждение несовершенно. Ну, они сначала мощь, потом будут охлаждение, потом мощь. Как Realme делала. Помните, сколько она смартфонов выгрузила на одном и том же процессоре? А мы все удивлялись, какого черта, почему, зачем? Они зря, они продали их чертову тучу и все еще продают, и они все еще ходовые. Всем привет, хорошего вечера, Саша, вам тоже. Sony выпустила телефон, вообще не интересно, Никита. Они такие цены ставят на свои мобилы, как будто их кто-то покупает. У них поэтому и продаж нет. Они не яблоко, а ставят цены выше яблочных. Ну о чем здесь говорить? Даже Samsung иногда у него что-то где-то ёкает, доходит, дергается, и они более-менее адекватные ценники ставят. Хотя Realme хорошее охлаждение дает. Да, Дмитрий, да. Самое главное у них оптимизация. Мне кажется, у них в каких-то моментах просто это программно описано, каким образом ограничивать где-то какие-то процессы для того, чтобы телефон не грелся. Ну да, они не показывают какие-то космические результаты в стресс-тестах, да и в топку. Зато они не пишут overheating какое-что. 13 Pro Max у вас где-то покупал или как-то по-хитрому? Просто в русском ритейле серый. То есть сейчас же, вы видели, что было с курсом? Я посчитал, что из США заказать дороже и купил в России. И я думаю, что я не прогадал. Вот. Думаю, у Realme лучше получилось бы. Думаю, да. Но это не Realme. И опять же, чем больше Realme и BBK пытается воевать с Xiaomi и забирать какую-то часть рынка, и Huawei пытается тоже, и все это вот у них война какая-то идет, тем лучше. Да, они убивают всех малышей с одной стороны, с другой стороны они делают большое дело. Они соревнуясь, первое, демпингуют по ценам, и второе, какой-то прогресс. То есть они стараются первые что-то сделать. Цены дикие, полностью согласен. Никита, не цены дикие, мы просто живем в быстро меняющейся обстановке и мире, из-за высокие цели больших людей мы платим из своего кармана, это нормально. Мои родители, допустим, считают, что все хорошо. Вот. Но это не важно. Это все лирика. Насколько памяти взял 13 Pro Max? На 128. Я все остальные до этого телефона брал 256, мне ProRes не нужен. То есть, по большому счету, я всегда все выгружаю в облако. Он у меня пустой. Санек, рейтинг до 35к у тебя не изменился с прошлым видео или все так и осталось? Валера, вы уже спрашивали, я же уже сказал. Там два топовых смарта был, помните? Почему вам не нравятся процессоры Mediatek? Сейчас Mediatek вполне хороши. Dimensity вроде отличные и недорогие относительно. Хотелось бы узнать ваше мнение. Потому что оптимизация тех же игрушек лучше под квалкомовские процессы. Все смарты с топовыми камерами с квалкомовскими процессорами. Все обвесы делаются под квалкомовские процессоры, топовые. То есть у вас все остальные чипы лучше. Ну, опять же, у вас все может быть как сформулировать. Целесообразно ли это? Стоит ли переплачивать за Qualcomm? Мое мнение, да. Стоит ли покупать Exynos, допустим, нет. Саня, а будешь делать обзор на какой-нибудь смартфон Vivo из средней ценовой категории BBK все-таки? Сергей, нет, я не смогу его себе позволить. То есть я покупаю Vivo, и я его не продам даже за половину стоимости. Так же, как Oppo. Ну вот целесообразность, она просто вот, к сожалению, нулевая. Не забываем прожать лайк, будет 800 лайков и буду жарить OnePlus 10 Pro. И не забываем, что это PolzaNet Live, лайв-канал, на котором в онлайне мучаем смартфоны. В основном новинки, и не только, отвечаем на вопросы, друг другу советуем чего-то. И вы прекрасно знаете, что в принципе можно это все дело, я вторую камеру когда поставлю, наверное, и про наушники чуть-чуть расскажу, но смарты интереснее же. Про наушники это надо сразу все, вот много всего раскладывать.
Кстати, One More, Nothing, точнее, Nothing, наушники у меня уже 2 с лишним месяца, хорошие уши. Если у кого-то есть возможность взять, меня просто спрашивали. Скоро уже будет 200 лайков. А Xiaomi решили заработать денег, фанатов много и по таким ценам купят. Вы имеете в виду, что именно? Нет, Тим, только начал тестировать iPhone 13 Pro Max. Имею Master Explorer Edition, самолет с одной GKM, снимки космос. Сравни, пожалуйста, по возможности с каким-нибудь из топов. Плут. Нецелесообразно. Делай раз. Это Китай. И глобалки не появилось. Когда я делал обзор, я предполагал, что они сделают глобалку. GT-шку сделали. GT2, GT2 Pro уже сделали. А Master Explorer Edition нет. Телефон бомбезный, но за эти деньги можно купить лучше сейчас уже, мое мнение. На тот момент лучше у BBK не было. И каждый, кто мне начинает вспоминать, очень много людей купило этот смарт. Это просто великолепно, что вам он нравится. И я уверен, что здесь на стриме многие сидят, кому не лень устанавливать GKM, искать ее версию, разбираться, потом настраивать оповещения на китайских смартфонах, настраивать возможность где-то оплатить ими и все остальное. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что, допустим, когда я рассказываю с воодушевлением на OnePlus 10 Pro, я надеюсь, что будет глобалка и люди накатят глобалку. GT2 глобалка и будет глобалку. GT2 Pro глобалка и будет глобалка. Когда я топлю К50, я знаю, что глобалки не будет. И у Master Explorer Edition тоже должна была бы быть глобалка, но ее не появилось. И это конкретно скидывает ее ценник вообще в принципе для потребителя. И еще раз, для гиков, а вы, скорее всего, являетесь гиком, разумеется, вам это в кайф. И если сравнивать с другими смартфонами топовыми, вы понимаете, что нужно тогда сравнивать тоже с теми же GKM, допустим, с тем же, с такими же условиями. Ну зачем? То есть, кто лучше заморочится, с каким смартом? Лучше ли S22 однозначно по съемке, по фото? Лучше ли 11 даже T от Xiaomi по фото? Я бы поспорил. Хотя она дешевле. И это глобалка. Я не хочу танцы с бубном из разряда смартфонов, кто лучше снимает. Миллиард просто на YouTube видео, но это как со звуком. Я даже записываю видео, я понимаю, что YouTube сжимает. При рендере видоизменяется все, еще и YouTube сжимает. Примеры Доминиканы посмотрите у меня, что он сделал с айфоновскими видео в ProRes. Ну, не в ProRes, окей, а в 4К 60 FPS, там пиксели одни. Но это YouTube, welcome. И то же самое по поводу, допустим, тех же фотографий. Как много людей увидят эту разницу. Как много людей сегодня, когда я рассказывал о Realme 9 Pro Plus, увидели, что кабеля дергаются. А я даже не акцентировал внимание. Первое, потому что я стоял и не видел. Вот. Когда я вход и выход записывал. А второй момент, это и правда не всем важно, и не все заметят. Так, запотевание камеры заметят все, а вот такие моменты нет. Есть ли смысл сейчас покупать OnePlus 9 Pro за 50? А где это? Или уже... доллар. Нет, лучше 10 Pro подождать на глобалке. Если за это... Купите доллары и подождите 10 Pro. Хотя, возможно, он упадет. Возможно, все будет волшебно и где-то еще найдут много каких-то ресурсов, которые есть только у нас, и все будет хорошо. Realme 7 Pro уже в использовании у меня чуть более года, и все еще не нарадуюсь в быстродействии оболочки Realme UI. Team, я очень рад, и я уверен, что так и будет. Дальше мне кажется, что iPhone 13 Pro Max тоже будет греться. Как вы говорили, эти телефоны не для игр, а для работы с программами. Да, я абсолютно солидарен, но за то время, когда мы с вами дружили с Яблоком 13 Pro, прошло много времени, они в принципе оптимизировали. Но говорю, допустим, как работает здесь телега на айфоне, мне не нравится, он тормозит. По поводу момента серьезного достаточно для меня, это звонков, они просто не проходят. То есть ты звонишь на 13 Pro, я могу сейчас вам принести, показать всю эту линейку, потому что у меня практически, оператор Игорь, у него 2 смартфона, я ему отдал OnePlus 9 Pro свой, вот, и он плюс еще ходит с, получается, уже 13 Pro.
Вот, и на 13-й такая же беда была. То есть я ему звоню, он не проводили эксперименты. У меня у супруги 13-й iPhone. Такая же беда. То есть ничего, иногда звонки не проходят. Есть люди, у которых нет вообще проблем. У меня какая-то беда такая. Хотя смарты я покупал какие-то в России, какие-то в США, и все равно одна и та же история. Дальше Sony 4000 XM4 еще живы? Обижаете? Видите, они даже через FIA комбайн, который я обозревал, подключены, и я ими пользуюсь. Саня, а инсайды про простой Poco F4 и прошку? Они инсайды. Я договорился, что 28 числа я выгружу обзор. Но не на этот смарт, но на новый Poco. И обзор, и если вы хотите прожарку, здесь должно быть минимум 1000 лайков. В тот же день. Так, бах-бах. Интересно будет? Вот, это, кстати, к слову, да, это мне заслали. Но я уже этот смарт мучаю 2,5 недели. Новых прошивок нет, это странно, я жду. Дальше купил 2 месяца назад Xiaomi 11 и сломалась кнопка блокировки. Посмотрите мой обзор на Mi 11. Это, ну вот с него, можно сказать, начиналась эпопея, что я стал все практически смартфоны покупать. Я его не советовал. И я его продал в тот же день, когда я сделал обзор. Вот тебе игровой телефон, тротлинг ужасен. Ну, да, он только вышел, но это его не оправдывает. Саня, тут недавно видел в российском магазине Realme GT Neo 2 8128 44 900. Они прикалываются просто, они просто вот вместо, не знаю, четверки первой, двойку хотели нарисовать, но потом подумали, что, а зачем? Они же не смотрят Польза.нет. Они не знают, что его можно было купить за 19 600 рублей, да? 19 670 он продавался, я его покупал уже за 21. Welcome. И 44 990. Да. Кстати, со сбросом яркости в играх сейчас как на iPhone 13. Обо всем вы узнаете. Когда? Правильно. В тот счастливый момент времени, когда я сделаю обзор на вот этот вот девайс 13 Pro Max. Да? К слову, загрузка ресурсов здесь лупит с моей гигабитной сетью. Вы видите, да, скорость? Я вижу, да, 15 мегабит в секунду. 15 килобайт, 1000 байт. Ну, в общем, 15 мегабайт в секунду. То же самое на том же роутере Samsung S22 выдавал 3000. Ну, то есть 3 мегабайта в секунду. Он реально в 5 раз медленнее на моем Wi-Fi и еще на других, чем другие смарты. Я не знаю, что они делают со смартфонами. Я говорю, у меня столько претензий с Samsung, что их перечислять ролика не хватит. Я, в принципе, вчера во время стрима их все перечислил. Понимаю, что многим лень, но вот... Если вам интересно про смартфон, лучше в X2 как-то послушайте подкастами, потому что я что-то вспоминаю, что-то нет. Все в ролик я не запихиваю, потому что и так можете посмотреть. У меня обзоров на Samsung было много, и копий в меня вот там стрелы всего остального, что я мракобесное просто, не разбирающееся ни в чем ютубное существо, море. Тайный смарт. Тайный. Максимально. Дальше. Но если в магазинах будут пробовать их по полной цене, которые на Али, то смысл их существования не знаю. Ну, в 2 раза, серьезно? Но они должны договариваться с производителем, потому что на Али, опять же, те же продавцы, они получают какой-то доход. Но оффлайн магазин, окей, ну сколько вы накидываете? 200%? Ой, 100 сколько? Сколько они накидывают? 130%. Нормальная маржа такая? Они что, извините за грубость, белый порошок продают на развес? Я не про сахар. Ну, в общем, я далек от этого всего. Саша, у тебя роутер RST? Нет. Притом все 3. Что лучше взять, GT2T за $257 или GT Neo 2 за 314, если на камеру все равно?
Neo 2. Хотя... Neo 2. Перья, ну, опять же, вы для себя, Юрий, скорее всего, уже решили. Перья у всего Realme, что у того, у другого, в камеру не фонтан, поэтому мы не про камеру разговариваем. Перья, привет, Саня, привет. А Realme намного лучше продается, чем Vivo и Oppo. Vivo вообще не продается, Oppo не продается, Realme вообще без проблем уходит, вообще легко. Дальше у ArtPlay за спам-блок. PlayStation 5, да, слишком много вопросов. Сразу видно, что, извините за грубость, либо ребенок, либо... Ну, надо по делу спрашивать, а не рандом из разряда «мне лень погуглить». Саша, кстати, старая яблочная болячка Samsung с отвалом связи, с залипанием на базовой станции OS 22 в наличии, не обратил внимания. Андрей, у меня не отваливалось. Вот, не обратил. Может быть, ну, я говорю, я столько косяков в игре, что... Вы резюмирую. Я не особо беспокоюсь, знаете, когда я в конце говорю, что девайс... Вот я тогда не по максимуму ищу минусов. Потому что если он не дотягивает, то о чем нам говорить? Сань, сори, пропустил стрим, был на свадьбе, что пропустил... Сергей Трофименко, поздравляю вас с тем, что вы побывали на свадьбе, была не ваша. Не забываем прожать лайк, 145 человек, 146. OnePlus 10 Pro, когда благополучным образом мы наберем 8 сотен, будет вот на этом месте, и так будет печалиться, что мой благополучный обзор из разряда «он мне так нравится, я с ним хожу», канет в лету. Дальше... Благодарю за ответ. ММЕ как раз не для гиков, ибо нет возможности его шить. Просто один раз все настроить и наслаждаться телефоном. Один раз все настроить. Китай софт, по мне, это плюс. Спит как убитый, работает только нужное. Ну, отлично. Так я только рад. Я его советовал, вы так говорите, как будто я его не советовал. Просто советовать смартфон, которому больше полугода, когда за те же деньги можно купить что-то свежее и глобальное, но это не про меня. То есть люди, которые фанаты там чего-то безумные, либо у них там, ну вот как раз, не знаю, заслали и сказали, ты должен год пиарить это дело. Окей, у меня не такая история, у меня приходит что-то лучше, я говорю, это лучше. Меня спрашивают мой выбор, я говорю, вот я этим пользуюсь. По каким причинам? По таким. Если бы у меня были другие цели и задачи, я бы пользовался этим. Если бы у меня на тот момент, допустим, закончилась блогерская деятельность, и я захотел себе оставить какой-то Android смартфон, я бы оставил Master Explorer Edition, потому что я бы сидел, с ним все равно заморачиваться надо, и заморачивался с той же Gcam. Вы хотите сказать, что вы первую программу скачали, у вас все стало великолепно, и вы больше не беспокоились? Тогда вы просто, можно сказать, Гудини. Дальше, привет, а будет ли обзор на новый iPhone SE? Конечно, да, его 8 числа будут продавать, начать. Как нынче блогеров найти? Молодец, так держать, как и честный блог, тебя рекламируют телегу. Я в курсе, я ему даю смарты, такой вот у нас бартер. Вот. У него уникальный тоже контент. То есть, вне зависимости от того, согласен ли я с его выводами, а часто нету, он с моими тоже. Он делает огромную работу. Почему? Хорошо и уникальную, хочу сказать. 9 Pro я считаю провальной. Никита, ваше мнение, это ваше мнение. Продажи говорят совсем о другом. И я с вами согласен с той точки зрения, что ограничение по времени съемки в 5 минут. Лютый перегрев и просто море недостатков. Но защита от влаги, очуменные материалы, их любимый, мой любимый вот этот вот механический, как у яблочка. Но у яблочка чуть-чуть по-другому переключатель звука. И помимо этого всего, что правильно, шикарнейший экран, море клонов из разряда РРТ и подобного. И к чему это все? К тому, что для кого он? Он для вас провальный. И все, для рынка он не провальный точно. Следующий момент. Здорово. Спасибо за обзор Realme 8i. Досмотрел фильм «Главный герой». Классный фильм. Он не так прост. Не так прост. Да. Ничего не понял, но спасибо, если вы серьезно, без сарказма. Дальше, привет. Скажи, пожалуйста, K40 Game Edition сейчас норм по соотношению цена-качество, прошивка камень преткновения? Я не пользовался K40 как основным. И как альтернативу я вижу, опять же, за 35 продавал Black Shark 4 Pro. Я купил его на Алишке за 33 и продал, кстати, также примерно. Вот. Великолепный телефон.
если брать из игровых. Видите, как я сразу от К50, К40 увел ваш взгляд. К40 тоже распродают старые. Неизвестно, что у них будет с поддержкой. Я не юзал сам простой К40, я юзал К40 Брюс Ли Edition. И вы понимаете, что он был максимально упакован. На него есть обзор на канале, можете посмотреть. Цена-качество хороши, но опять же там нужно платить таможню. И здесь вопрос дня. А если с таможней, неужели не разумно докинуть до Black Shark 4 или 4 Pro? Саша, какой ждешь телефон в 2022 году с интересом? Я, можно сказать, каюсь. Каюсь в прямом смысле, потому что мне всегда интересно, что сделает Яблоко в последнее время. И мне всегда интересно, что сделает и выкатит Redmi. Мне интересно, когда они рано или поздно сделают любая линейка BBK, будь то Oppo, Realme, Vivo, IQO или еще кто-то, смартфон с нормальной фронталкой. С нормальной фронталкой и заявленной защитой от влаги. Потому что то, за сколько они выкатывают свои девайсы, уже и есть моменты приличной цены, но защиты от влаги так и нет. Я понимаю, что OnePlus 10 Pro выкатен был без защиты от влаги, и до него OnePlus 9 Pro был с защитой. Возможно, у 10 Pro она и есть, но вот это вот отсутствие сертифицированной защиты меня реально напрягает. Потеющие камеры у Xiaomi меня напрягают, поэтому, наверное, я жду вот исключительно яблочных штуковин, что ответят производители. Я раньше до этого честно ждал, что сделает Samsung. Но они не сделали ничего, они только вот пытаются продавать свои остатки процессоров или технологий. Я не понимаю, кому они нужны, я не понимаю, как они заставят производителей игр оптимизировать под это дело все. И я понимаю, что я купил новый S22 за 49 тысяч, значит у них не все хорошо. И изначально заявлена была цена 80, я сейчас смотрю уже 70. Очень странно. Как считаешь, Poco X3 Pro выйдет уже в марте? Я знаю, что у меня определенный Poco точно выйдет в марте, а 28 числа вам расскажут кое-каких Poco, и о нем я расскажу тоже. Вот. Что думаешь о Realme GT Neo 3 по характеристикам? Я никогда не думаю. Я еще раз повторяю, что вряд ли придет тот момент, когда из моря писем, которые мне пишут производители с просьбой осветить тот или иной смартфон до того, как он у меня попадет на руки, и, разумеется, с благодарностью финансовой, я от этого отказываюсь. Да, это просмотры, да, еще что-то, но вы посмотрите мою презентацию Xiaomi. Единственный раз, когда меня просили презентацию переводить, я ее перевел, там неплохое количество просмотров для первой презентации, учитывая, что ее делали почти все. Больше меня никто не просил. Опять же, если я это сделаю без просьб, меня, скорее всего, забанят. У меня не миллионный канал, у меня нет никого из знакомых в Гугле. У меня, кстати, товарищи недавно заблокировали. Это один из вариантов, почему я пытаюсь этот канал сделать хотя бы на 30 тысяч человек. Думаю, за года два это получится сделать. Будет такая мини-страховка. Опять же, от вас зависит. Ставьте лайки. Будет 800 лайков. Будем жарить смартфонов OnePlus 10 Pro. Потом будет опять 500, окей? Нас 141 человек. Благополучно поздравляю вас с праздником, который еще не закончился. Рад вас всех видеть. И мы жарим К50. Можно сказать, что Champion Edition, можно сказать, что Gaming Edition, потому что по большому счету железо здесь как у Gaming Edition также. 12256, единственное, дизайн у них отличаются. А Саня, только Oppo Find X3 Pro, и скорее всего у меня будет новый Oppo Find, я его скорее всего буду продавать со слезами на глазах чуть ли не в 2 раза дешевле, но вариантов у меня нет. Про OnePlus 10 Pro не видел, как его сломали. Могу скинуть. Александр Сендыков. Спорим, вы дадите мне любой смартфон. Я готов с вами поспорить на 30 тысяч рублей, что я при вас его сломаю. На 30 тысяч в онлайне. Ну, вы даете мне смарт, только это будет смарт дороже 25 тысяч рублей. Если я его не сломаю вот так, то вы мне, соответственно, что сделаете? То вы выиграете 30-ку. Ну и чуть-чуть погнутый смартфон. Это такая лирика просто. Вы понимаете, что по поводу Rings Everything он этим зарабатывает. Он зарабатывает просмотрами и, разумеется, он зарабатывает тем, что он ломает девайсы. Вы думаете, что 13 Pro Max нет в YouTube людей, которые сломали его надвое? Вам скинуть? Или что нужно скинуть для того, чтобы мы откинулись? Так, 11T превосходит по камерам Neo 2. По мне, да, Find X5 Pro со слезами, ну потому что я на нем много потеряю денег.
Так, а что с этим смартфоном у нас? Он сказал оверхитинг? Нет. 205 гипсов минимально, максимум... Ага. 160 гипсов минимально, максимум 303. Я не скажу, что это эпичный фейл. Я скажу, что мы дадим ему отдохнуть и пройдем то же самое в тесте Antutu. Но он, кстати, не так и много съел, что радует. То есть он не так много съел заряда. А мог бы съесть много. Так. Можно попытаться установить сюда Genshin. Хотя я его установил, по-моему, уже. Сейчас я проверю. Боль глазам, когда смотришь свою модель телефона на краш-тесте? Нет. Ну, у меня нет такой боли. У меня есть осознание того, что я могу сломать этот смартфон. Он легко гнется тоже. Вот легко. То есть, насколько мне нужны просмотры, и миллион просмотров, конечно, компенсирует не один смарт, тем более логично, что ему его послали. Как тебе электроника? Чего? Я не буду даже комментировать. Хорошо? Я вас не буду, как это называется, блокировать, но это пиар. Того, кого я обозревать не буду. Если вы думаете, что они мне не писали, вы сильно ошибаетесь. Много-много раз. Привет с праздником, привет. Nintendo Switch OLED и так далее на обзор хотелось бы от тебя. У меня есть Nintendo Switch, я на него никак не могу сделать обзор. У меня есть плойка 5, я на нее не могу никак сделать обзор. У меня как-то много смартфонов в последнее время, и я этим не расстроен. Это не из разряда нытья, я даже рад. И на них мне интересно делать обзоры. Я думаю, что вам интересно на них смотреть. Тем более на них мы можем что делать? Правильно, прожарки. 233 лайка. Напряжемся, если наберем 300, я уверен, что 800 наберется постепенно точно. Всех благ, Сергей, вас с праздником. Еще раз всех тоже с праздником. Есть информация по глобалкам Xiaomi 12 серии, а то руки чешутся смартфон уже обновить. Информация есть, она... Смарт скоро будет. И у меня на руках скоро будет Xiaomi 12 глобалка. Вот. Саня, добрый вечер. В этом смартфоне нет 20-го бенда? Пока не проверял. Проверю. Сейчас вам ничего не скажу. BBK фронталки — это отдельное искусство, что флагман, что средняк 1080p 30 fps. Да, и это прям очень печально, но факт. Давайте я вам покажу, что все хорошо, у нас уже довольно неплохо остыл смартфон. Тот же Antutu покажет нам температуру батареи процессора. Все good. Можно еще остудить, но смысл 41 градус уже CPU. Samsung S20 FE уже старичок, не актуален. Ну а почему не купить? Ну почему нет? Если у вас Ну я сейчас не знаю, как курс. Их реально продавали по 28,5. Почему нет? Хороший смартфон. Мне нравился. Я его не зря на него делал обзор. Но, конечно, лучше бы вы купили S21 FE за 41 и очень надолго забыли про все проблемы, связанные со смартами и выбором смартфонов. Стресс-тест давайте делаем на 30 минут, и после этого, в принципе, мы все вопросы закроем. Вы мне ответите, может быть, что вам еще интересно, но я думаю, что и так понятно, что смартфон узкоспециализированный. Не факт, что все прошивки... мы еще Genshin на нем запустим потом. По времени посмотрим. С каким разрешением, с советом, что выставить, мы увидели. К слову, давайте я, наверное... Подождите. Единственный вопрос дня. Я Genshin отключил, да. Если что, мини-глюк будет, но не критично. Все отключено. Я бы хотел вам показать такую интересную вещь. Что советуют у нас на 13 Pro Max Genshin при загрузке. Я не менял. Уловил S21 за 49. S22 за 49. Black Rambo. S22 за 49 я купил. S21 49 это оверпрайс какой-то лютый. Александр, сколько в среднем будет стоить Xiaomi 12 глобально, если знаешь? Понятия не имею. Вообще да. Я говорю, я не интересуюсь смартом, пока у меня его нет на руках. У меня 12 глобалка, скорее всего, будет. Вот. И как только она будет, тогда я буду интересоваться, сколько она стоит.
Саня, посоветуешь ли ты Nord 2 за 27 тысяч? Наверное. Наверное, это неплохой вариант. Не идеальный, но дешевле 25. Но это с растаможкой, это вот уже у вас на руки, правильно? А вот такой совет оказывается. То есть я не помню, я его показывал вам или нет. Нет, я показывал тот. То есть мы выставляем 60 FPS. Получаем такую историю. И выставляем 120 FPS. И получаем вот такую же историю. Это 13 Pro Max, можно сказать, затрав, как PR-мини. Ну-ка, я 120 FPS выставлю и посмотрим сейчас. Я сам хочу посмотреть, насколько все будет печально. Ну вот сейчас посоветуют меня перезагрузить. А, нет, он не перезагрузил смарт. Очень странно. То есть он даже не посоветовал. Ох, какие фризы. Но не лютая. Конечно, на яблоке вот сейчас я понимаю, что играть довольно приятно. Уже оптимизировали очень много вещей. Нет, 120 FPS будет под лаги приличная. Прям очень приличная. Ладно, выхожу я из этого дела, чтобы не заниматься. На 13 Pro, проще говоря, на 120 FPS даже сейчас, вроде бы это мощный смартфон, я не советую играть. Вот, кратко. Следующий вопрос. 28 февраля Xiaomi 12 вроде должны представить на MWC в Барселоне, так же как и 9.2 Pro глобалку. Может быть, я не знаю. Мне, кстати, надо посмотреть, может быть, уже в пути. Не забываем прожать лайк, наберем 300, скорее всего, все 800 и наберем для OnePlus 9 Pro. Бедный iPhone 13 Pro Max. Зачем на 100% яркости тестируют в играх? Никогда выше 50 яркости не играл в смартфоне. Курса, ну, проблема, наверное, в том, что вы не тестировщик, раз. И заведите свой канал и делайте на 50%. Я смотрю всегда в экран, вот, даже ничего не поменял. Принудительно никакой автояркости. Мне удобнее так. Возможно, есть люди, которые... Опять же, лучше же сказать, как худший вариант развития событий. Лучший вариант развития событий вы и так прекрасно сами знаете. А дальше... Что еще я могу рассказать вам о супер интересных смартфонах? 5 секунд. Сань, кулерами пользуешься для игр? Нет. Но тогда это было бы нечестно, правда? Подскажи, пожалуйста, Realme GT Master Explorer Edition глобалка ожидается? Конечно, нет, Алексей. Они все уже забыли про этот смарт, потому что ему больше полугода. Никто вам глобалку выкатывать для него не станет. У Vivo V21 фронталка 40 мегапикселей, они ей очень хвалятся. Еще раз повторяю, вы можете купить Vivo, но опять же, вы купите его себе, и вы понимать должны, что вы не продадите, но возможно вы конкретно продадите все, что у меня было из Vivo, и это не смотрят, и это не покупают. У вас может быть другой абсолютно user experience, и это хорошо. Понял, в принципе, да, кто как пользуется. Логично, но чем больше и тяжелее условия ты для железки выставляешь, тем выше вероятность того, что человек, который тебя смотрит, узнает самые плохие варианты. И когда он приобретет и будет ожидать этих самых плохих вариантов, получит вариант лучше, он будет рад, согласитесь. Почему в китайской Realme UI есть глубоко защищенные Google сервисы, а в Xiaomi нет? Не знаю, напишите им, спросите. Все смарты крутые, но лучше все равно iPhone. Да, мага для меня лучше OnePlus 10 Pro. То есть, если бы мне сейчас сказали, Саня, ты оставляешь 13 Pro Max или OnePlus 10 Pro, я бы сказал OnePlus 10 Pro. И здесь дело не в стоимости. Здесь дело в первую очередь в user experience, в ощущениях и в оболочке. Тормозит iOS. У меня тормозит. У вас может не тормозить. Мне очень многие люди говорят, что ты довольно много открываешь окон на компьютере. У меня, логично, длинный экран.
что у меня очень много приложений, я очень быстро читаю, что-то делаю. То есть iOS в этом смысле не вывозит. Хотя бы то, что, да, ты можешь три приложения одновременно закрыть, но из фона выкинуть все ты не можешь. И это эпичный фейл. Что у тебя за звуки на фоне? Это музыка, называется Spotify Lofi Girl. Вот. Ну, правильно сказать, это такой канал. Я сейчас вам скину даже. Мне кажется, что она успокаивает этот лофт. Нет? Realme UI учится на чужих ошибках? Однозначно да. OnePlus 10 Pro из-за USB 3.1. Не рассказывайте, Дмитрий, все всем. Это секрет. Здесь не одни мои подписчики, а то все будут знать секреты. Я имел в виду, для BBK слишком хорошая фронталка. Возможно. Следующий вопрос. Да, завышенные ожидания разочаровывают сильно. Да, особенно когда это у тебя утрировано там кредитные деньги. Вот это самое ужасное. Я говорю, я никогда не пойму, потому что, я древний, мне 38. И когда люди, опять же, в моем понимании, живут в кредит из-за смартфона, но это не тот вариант развития событий. То есть заработать те же 19-20 тысяч рублей реально, если ты покупаешь вот это дело в кредит, ради чего? То есть что iPhone 13 Pro Max может тебе дать того, чего не даст, допустим, Realme GT Neo 2? Инсту, чтобы ты снимал что-то. И в 99% случаев люди, которые, к сожалению, это покупают, они пользуются только ТикТоком. То есть у них это машина для убийств за 100 тысяч для ТикТока. Но я говорю, я слишком далек от всего этого. Мой мир давно прошел, поэтому, как говорил Жванецкий, хорошо, ладно, это не будем. Потом, когда-нибудь. Саня, рутировали ли вы когда-нибудь свои смартфоны? Нет, но они с рутом некоторые приходили мне. WX. У стрима есть задержка? Вполне возможно, да, она всегда есть. Саня, привет, взял Realme GT Neo 2T за 2500. Сори за глупый вопрос, но как ты таможку оплачивал заранее? Объясни, пожалуйста, и как думаешь, скоро ли UI 3.0 на него придет, хотя бы вышло на GT, спасибо. Думаю, скоро, раз-два, очень просто, вы регистрируетесь в приложении почта. То есть, когда у вас будет в приложении почта отслеживание данной посылки, вы можете ее сами завести себе при попаданию на таможню, вы просто оплачиваете в онлайне. Либо второй вариант, крайний, вы оплатите просто уже на почте. Саня, если честно, есть уже легкое чувство изжоги от смартов. Чувство эффекта вау притупилось от стольких обзоров? Нет, но есть чувство, вот смотрите, вот допустим, здесь лежит у меня Nordic. Я на него смотрю и радуюсь. Здесь у меня лежит 9 Pro старенький, радуюсь. Здесь у меня лежит то, что я вам не покажу. Здесь Poco F3 и еще много каких смартфонов, на которые я смотрю, и у меня есть какие-то ощущения. Не обязательно вау-эффект, но ощущения там. Плохой датчик приближения, выгодный ценник на железку там. Смартфон, который можно в принципе еще не менять, играть, и ну да, он тяжелый, старомодный, да и черт с ним. Nord 2, кислород еще жив. Но, когда я вижу и тестирую TCL, Blackview, еще что-то, я себя заставляю, но меня выворачивает. Я понимаю, что это тоже YouTube, и необходимо пытаться завоевать всех зрителей, но вот это тяжело. Защищенные смартфоны, вот это что-то. Флагманы, я радуюсь. Я не радуюсь как ребенок, потому что если я радуюсь как ребенок на камеру, есть ощущение, что я пытаюсь это дело продать. Поэтому скорее я даже эмоции свои как-то подавляю. Но внутри меня, я не знаю, опять же, для этого надо пощупать железку. Вот как 13 Pro Max, я даже его вскрывал, классно. У тебя когда есть вот эта железяка на четверть килограмма, я ощущаю, что у меня в руке телефон, который стоит недешево. Вот. Если у меня, допустим, тот же Nord, я ощущаю, что у меня легкость прям лютая, и мощь в то же время какая-то, и 170 с копейками граммов, и так все плавненько, и опять же, видите, это мини-пиар, но тяжело и неприятно, это не ходовые вещи, о которых все говорят,
И о них нужно говорить иногда. И опять же, проводить розыгрыши. Тот же планшет TCL, ну, плохо, что я на розыгрыш его взял, но это я себя даже больше успокаиваю. Эти смартфоны я не могу себе позволить разыграть. Может быть, когда-нибудь, когда у меня там будут интеграции, у меня будет 1 000 000 подписчиков, через 20 лет, если я это дело не брошу. Если все будет так же хорошо. В противном случае, вот как оно работает, так и работает. Нет у меня ощущения изжоги, и вряд ли оно появится. Это же смарты. Я вас умоляю. Дальше. Саня коллекционер. Да, парфюмер. Есть ДМ животные? Нет. Были собаки всегда в детстве. Сейчас я понимаю, что это садизм. Нужно животных держать где-то. Если у вас загородный дом, да, welcome. Если вы живете в квартире и держите как кошку, да. Собаку, ну серьезно. Ну, опять же, я старый. Меня можно не слушать, это мое субъективное мнение, оно не является алюминием, и тем более оно оценочное максимально. И сам себя осуждаю за то, что у меня в принципе есть мнение по каким-то вопросам, кроме железок. Сколько должен весить смарт? Я не знаю, 200. Легкие 170. Для многих это имеет значение большое. Саш, мой старый Asus ROG Phone 2, так как у 95% пользователей на FOPDA, думал о Realme GT Neo 2. Стоит ждать Neo 3? Конечно, а потом будет Neo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и может быть какое-то другое название не придумают. Это не сарказм. Можно ждать нового всегда. Всегда придет новое. Саня, спасибо за ответ. Отдельное спасибо за обзор планшетов. Евгений, их будет еще много. Я сломался, я купил 2 хуавеевских планшета. Я купил самсунговский планшет, притом даже с симкой. Я купил iPad на 12,9 дюйма, хотя у меня есть на 11. И прошечка. И я буду о них рассказывать. Мне они интересны. Они большие смартфоны. Да, это узкий рынок. Да, они умирают в каком-то смысле. Но людям интересно, и мне интересно тоже. Саня, Realme какой с китайской прошивкой также легко продать, как и глобалку RST? Realme с китайской прошивкой легко ли продать? Нет, ну давайте вот это барыжнические. Я же говорю людям с точки зрения не перепродажи. Я говорю с точки зрения, тебе пришел смартфон, ты его поюзал, ты понял, что это не твое, и ты пошел продал на Авито. С точки зрения перепродажи, по-моему, я недавно заблокировал несколько пользователей, потому что, ну, друзья, проверять рынок через мой канал, серьезно? Я не буду отвечать. Саня, а как говорил Жванецкий-то? Расскажи, интересно же. Артемий, но это будет самовлюбленно чуть-чуть, вы понимаете? Кратко, если кратко. Дураков в мире становится больше. Раньше умные правили миром дураков, и не нужно было никому ничего объяснять. Сейчас дураков очень много, умных очень мало. И умные тратят время на то, чтобы постоянно объяснять дуракам какие-то вещи. И, наверное, от этого какие-то внешнеполитические проблемы. Я считаю, что у меня у страны проблемы. У моей страны проблемы, сколько я здесь живу. И от этого проблемы. Экономические проблемы от этого. Потому что в каких-то сферах, в каких-то местах сидят неумные. И приходят неумные. И вот так и получается. И вот если кратко, так примерно. Но рано или поздно останутся, как он говорил, тоже. Одни дураки, и проблем не будет ни у кого. А пока у вас есть какая-то доля интеллекта, конечно, у вас будут траблы. Потому что вокруг люди не понимают, что такое нижняя и верхняя палата парламента. Люди не понимают, что такое бит-байт. Люди не хотят этого понимать. Люди не понимают, что такое, не знаю, теория предельной полезности. Люди не понимают, чем отличается микроэкономика от макроэкономики. Мат-статистика отличается от геометрии. И вообще, бах, то есть какая-то база. И после этого они пытаются рассуждать, допустим, о сложных технических устройствах. Я понимаю, что я сюда приплел политику, но вы понимаете, что когда человек интересуется чем-то, он интересуется всем. Начиная от литературы и заканчивая техникой. Очень мало людей, которые гении, они интересуются только математикой. Я не имею в виду, что логично, что у нас у всех была школа, все мы изучали биологию, анатомию, физику, математику, кто-то потом в институтах высшую математику, и все это суммируется, и потом вот этот вот человек цельный, он относится как-то к железке. И как он может смотреть на железку, если он структурно не понимает, что у него в жизни происходит, а здесь он не понимает, что помимо
процессора у него есть еще Bluetooth, помимо Bluetooth у него есть еще GPS, помимо GPS у него есть еще USB вход, который может быть разной версии, помимо этого всего у него есть экран, притом эти разные типы IPS или AMOLED, и IPS не яркий, AMOLED яркий, и есть еще... Не знаю, водопады экраны есть прямые, где-то удобно, где-то неудобно играть. Почему про люфт вспоминают? Потому что люфт может потом перейти в клин этих устройств, и какая-то проблема потом сломается. А иногда люфт это хорошо. И миллиард этих вещей, когда люди структурируют свою жизнь в разных моментах, знания, логично, что у них никогда не хватит знаний, допустим, подключить какой-то, не знаю, девайс к другому. И это даже может быть яблоко. И да, все идет на упрощение. И поэтому они, наверное, в BBK ставят фронталки попроще. Как-то меня понесло, но нас все еще 137, это хорошо, не забываем прожать лайк. 800 лайков, и мы будем жечь. Дальше. Желаю тебе не меняться, но если только в лучшую сторону, субъективно много смотрю, у многих, у которых... подписчиков 1 миллион. Ну, жду твоих видосов, ты достоин 1 миллион подписчиков в этом году. Янус Абдулаев, я вам клянусь, вот слово даю, останется столько же подписчиков, ничего не поменяется. У меня все хорошо, мне всего хватает, и да, вот мой контент необходим такому-то количеству людей. Понадобится он большим людям, хорошо. Если такому же количеству он будет в таком же качестве, может быть даже лучше, буду стараться расти. Спасибо большое за подгон. Если Apple делает iPad mini с симкой, это хорошо? Конечно. А разве плохо? Если общество разное, всегда есть вопросы. Да, да. Кто-то должен работать в банке, кто-то должен операционистом, кто-то должен... водителем работать, кто-то должен управлять какой-то большой махиной. Вот у меня друг 4 заводами управляет в Китае. Ну, я физически не понимаю, как это, но он мозг, то есть там везде золотые медали. У каждого есть свое место. Дальше. Нет, не перепродажа, а я себе хочу взять Realme, если я сэкономлю и возьму Китай, смогу ли я после годика продать его. После годика вам ничего никто не скажет. Через годик, может быть, будут смартфоны, которые проецируют тебе вообще игрухи. Неизвестно, как быстро техника просто... Назад в будущее посмотрите, то, о чем они мечтали, сейчас мы юзаем. То есть эти супер телевизоры, супер экраны. Но единственное, еще гравитационных досок нет, пока. Но опять же, уже есть моноколеса, плюс-минус. Плюс-минус на пути мы. Яблоко 2.0. Саня, как первый этапик у тебя был, когда не было эпохи сенсоров? Какой? Sony Ericsson T100. Помните? Вот. Количество разума на планете величина постоянная, а количество населения растет. Вот и получается, что каждый индивид рождается тупее. Юрий, я так не считаю, я себя умным не считаю. Просто в окружении, к сожалению, ты по комментариям судишь. Дети, которые не понимают, вот, допустим, опять же, какие-то вопросы, что-то кому-то не нравится, ты спрашиваешь, а что конкретно не нравится и что бы ты хотел, чтобы произошло с теми же железками. Люди не отвечают. Люди, ну вот, должно быть хорошо. Вот по поводу всего, если ты не хочешь копаться в каких-то вещах, которые тебя окружают, логично, что в глобальном тоже. Это как с процессорами. Логично, что рано или поздно Qualcomm кто-то как-то задвинет. Но неизвестно, когда это произойдет, так же, как с яблоком, кто-то его задвинет. Но пока это не произошло и пока они инноваторы. Вот. «Назад в будущее 2» кроссовки самошнурящиеся, да. Саша, а ты философ. Последний раз в понедельник также внимательно слушал «Сам знаешь кого». Андрей? Я не знаю. Я не знаю, честно. В понедельник я могу вам сказать, что по поводу философии есть очень много политических экспертов, допустим, ты их слушаешь, понимаешь, что они учились на журналистов, и вот я лавирую, вылавирую, вот про них это. У меня все проще, у меня железки, объективно, можно как-то сгладить, можно как-то наоборот обострить, но в целом так. Саша, доску такую Lexus сделал пару лет назад. Круто. Круто, я бы хотел ее увидеть. Мы все совершаем ошибки в любом возрасте, и каждого человека свое мировоззрение и эмоции. Да, и необходимость, не знаю, познания. То есть я, допустим, 0 в музыке, я не понимаю, не знаю, вот разницы между сольфеджио и
Вот в этих всех теологических штуках, квартеты, что они там делают, как они собираются. Да, низкие, средние, высокие я отличаю. Средний бас я слышу. Но вот если копать по поводу направлений, их там миллиарды. Я не понимаю, как люди разбираются в этом миллиарде. Рок там понятно, попса понятно, но, говорю я, классика понятно, но их же миллиард. Я жил в те времена, когда был там драм-н-бейс, кислота, классика, рок, русский рок и все. А сейчас, ну, фолк. Дальше. Саня, уровень образования упал катастрофически. Правильно говорить, что копаться и разбираться не хотят подавляющее большинство. У молодых Google вместо мозга. Еще раз повторяю, Google это еще хорошо. Самое ужасное, что у молодых TikTok вместо мозга. То есть они реально когнитивные функции свои уничтожают. Они реально, ну, Я сознательно пытался ТикТоком себя успокаивать. Я не смог. У меня отторжение идет, у меня потом уже глюки, я спать нормально не могу, я не могу его смотреть. Я очень завидую людям, которые могут просто мозг свой отдать ТикТоку. Это очень круто. Но прикиньте, мы живем в 2022 году, извините за мой французский, но реально люди, если смотрят YouTube, уже кажутся интеллектуалами. То есть люди делятся на тех, кто смотрит YouTube, и тех, кто смотрит Instagram с ТикТоком. Это такая серьезная градация. Но понятно, что самый низкий уровень это уже телевидение, особенно национальное, особенно стран СНГ. То есть, если ты его смотришь, то это уже ты упал на дно, ниже дна не бывает. Следующий идет ТикТок с инстой, и потом уже книжки где-то там. Но это лирика. Каждая личность хороша в своей сфере работы. Однозначно, потому что многим образование, я считаю, лишнее. Потом напрягается. Саша, ты следишь за политикой? Артур, я в том возрасте, когда, я не знаю. Я считаю, что я слежу за тем, как общество пытается прогрессировать, а оно деградирует, в плане особенно политическом. То есть молодежь вообще, я еще раз повторяю, молодежь не понимает, что такое управление. Она не понимает структуру, она не понимает, что такое Центробанк, зачем он нужен. Она не понимает, зачем нужен нужен Верховный суд. Люди не понимают, чем уголовный кодекс от уголовно-процессуального отличается. Никто не хочет никуда копать, а потом сталкиваются в жизни, когда с какими-то проблемами, они очумевают от того, а куда идти, как все это происходит, что... А мы обязаны это знать, мы гражданское общество. Притом я имею в виду любую, наверное, опять же, постсоветскую страну. И это сознательно, но эта тема лишняя. Почему? Потому что мы жарим К-50, и я абсолютно аполитичен. Абсолютно. Но я за знания. Понятно, что любое общество, любая машина, она за то, чтобы стадо было тупее и лучше управляемое. Если человек не понимает ничего, не разбирается, то он максимально управляем. Вот я ничего уже не понимаю, я управляем, я за любое... Но просто я смотрю на то время, когда я понимал, и знания какие-то остались, люди не хотят даже этого понимать, мне это странно. Вот. PlayStation 5, да. Ваши успехи с техникой. Как ваши успехи? Да вроде Music ничего. Саня, почему ты делаешь акцент на видео возможности смартов, а не фото? Обычные пользователи больше всего фото снимают. Потому что я больше видео снимаю. Вот и все. Я снимаю же обзоры на смартфоны. Григорий, а R есть новый? К нам завтра беженцы приедут. Мы их встречать будем. Я не хочу, Сокол, к сожалению, обсуждать эту тему. Почему? Потому что я не хочу, чтобы мой канал забанили, это раз. А два, я считаю, что в моей стране, конкретно вот в моей, никто, когда надо, свою позицию не обозначил. А так как мы не обозначили ее, в принципе, все, что сейчас происходит, должно происходить. Я это дело поддерживаю, потому что все поддержали, вот все. Все уже, все решено. Вот. Капец, я уже забыл, что мы жарим К-50, очень приятно вас слушать. Бинуруальное расстройство, рад, что
вы не против здесь находиться, просто 30 минут прожарки, можно его мучить дальше, я буду рассказывать, какие здесь классные полосы, как они отражают лицо, но это так оно и есть. Не забываем прожать лайк за труды, написать потом в комментариях, вдруг вы по какой-то непонятной мне причине решите посмотреть этот стрим, надеюсь, по причине того, что вам интересен этот смартфон, а я вам не противен, вы прожмете лайк и в комментарии напишите обязательно, что бы вы хотели увидеть для обзора, и в принципе все, и что вам может быть не нравится, какие-то вопросы я могу не освещать. Довели человека своей политикой. PlayStation 5. И у меня просто сердце, если честно, сейчас кровью обливается, потому что мы не конфликтуем с людьми и странами, конкретно моя, кто является по-настоящему нашими антиподами. Это англосаксы. Ну вот реально. А сейчас у нас в моем мире, в русскоязычном, раскол. И я этому не рад. И я не думаю, что любой русскоязычный человек может быть рад тому, что мы смотрим не как ругаться с людьми, которые говорят не на нашем языке, если же мы хотим с кем-то ругаться, а ругаемся друг с другом. И это плохо. Я против такого. Вот, наверное, так. Это не политика. Это совсем не политика. OnePlus RT глобалка планируется, не знаешь? По-моему, да. Саня, купил Sony MX4 после FilCC Pro, я в шоке от отсутствия саббаса и посадки. Ну, если они вам не подошли физически, это не ко мне претензии, правильно? Я всегда говорю, что у Sonic есть один глобальный трабл. Это посадка и размеры. Саня, посоветуй телефон с хорошей камерой, с джеком 3,5 мм в районе $400. Не обязательно, чтобы супер мощный был. Посмотрите на канале, если не сложно. PolzaNet. Я не знаю. 8 марта начнут продавать. Мини-джек. Спойлер. На этом мы уже обжаривали. 9RT в Индии вышел. Глобалка. Супер. Это бизнес, да. Исключительно. И, к сожалению, не бизнес русскоязычного населения. И это бесит. Саня, я хотя не сильно шарю в телефонах, но увлекался в детстве ими. Сейчас люблю, но сам учусь на старшего электромашиниста по пакетному производству. Имею среднее специальное образование. Котрене. Ничего не понял, но очень интересно. Да, образование. Ну, у меня 2 высших образования. Это не делает меня мозгом. Это просто значит, что я взрослел дольше, чем остальные, лично для меня. Саня, Realme GT Neo 2T, как ты расцениваешь по 10-бальной шкале? До 20 тысяч рублей 10 из 10. Сейчас многие тестируют планшет от TCL. Когда я вижу столько обзоров, я думаю, это чистая реклама. Это чистая реклама, мне его прислали, я его разыгрываю. Ну, то есть это не реклама, это тебе рассказ... То есть у меня размещение, это не из разряда того, что мне давай я тебе пришлю, и ты потом расскажешь хорошо. Нет, там все намного сложнее. То есть я, в принципе, ценю свое время, ценю ваше время. Если бы TCL оказалась хламом, вы даже не представляете, сколько девайсов. Ну, это хлам, но это не мрачный хлам. Так вот, сколько девайсов я просто не обозреваю, отправляю назад. Я сполирну, и Huawei тоже. То есть я не хочу тратить ваше и свое время на простой хейтерский обзор. Вот, а TCL-ки разослали всем. Я не думаю, что они кому-то платили. Может, кому-то и платили, но я не знаю, кто-то рассказал нейтрально, не так, как я. Ну, понятно, что Андра делает там свои 3-4 тысячи долларов на каждом обзоре. Ничего личного. То есть это его право, он нормально делает, он грамотно их делает. И я вот у него я посмотрел, мне просто написали после моего обзора, посмотри на Андра, как надо делать. Прям вообще шик, блеск, красота. Просто когда за 17 тысяч рублей я покупаю Huawei топовый на 4К, на 2К, окей. И этот стоит 15, но у меня стоит вопрос. Ну, вы видели в телеге, кто подписан, что я там написал. Вкладыши для музыки до 5000 рублей. Есть топ-10 вкладышей на канале. Они, в принципе, не поменялись, эти топы. Дальше, Сань, посоветуй, какие накладные наушники купить Соньки до 20 тысяч. Сегодня видел, Соньки 4 распродавали по 21. Спойлер, 21 тысяча были в Москве. Господа, 38 тысяч рублей. Предлагаю купить S21 новый. По акции брали. Нет, 38 тысяч рублей это S21 FE на Тмоле. Ничего. И либо OnePlus 9RT купите, но если вы готовы к Samsung, покупайте S21 FE на Тмоле. 41.
Ну, максимум вы сейчас там из-за курса 42 его купите. Я не скажу, что это мракобесие, потому что это мракобесие. Вот такая печаль у К50. Не забываем прожать лайк. Может быть, наберем 300, тогда 800. В итоге мы точно наберем, ввиду того, что сейчас уже 12 часов ночи. И только что прошел праздник, а завтра у людей рабочий день. Где Соник на сайте? Алексей Мыслитель ничего не понял, но очень интересно. Александр, вы уже видели новинку от Sony Link Buds? Да, но я их не купил еще. Вот. По-моему, он сбросил яркость. По-моему, он люто сбросил яркость, друзья. А, нет, она у меня и стояла, авто. Эпичный фейл, я бы сказал. Вот это надо момент проверить. Потому что мне кажется, что все равно он сбросил. Следующий момент. Какие у вас вопросы остались по данному девайсу, чтобы не было вопросов ко мне по поводу его прошивки и всего остального? Вот он. Последняя прошивка. Обновлений нет. Спеки вы сейчас видите. Где купить в инете магазине Sonic? Тмол. Самый ужасный телефон, который я держал в руках, это Samsung GG1. Дальше. Не знаю, какие уши надо иметь, но Sony 1000 XM4 рекламирует, что в них в самолете можно 7-8 часов высидеть больше 2-3 часов. Думаю, человек пробежит кровь из ушей вытирать. Сергей летал в Доминикану 11 часов, Sony 4. 11 часов. Ну, понятно, я их подзаряжал. Вы летали хоть раз 8 часов? Которое сильно так и помогло, работаю в другой сфере. Да. Он сейчас сбросит кожу. Василий Б. Это кто? Я? Я сброшу кожу. Кстати, здесь камеры были указаны. Вообще прелесть. Смотрите. Прям полные спеки. Не надо в Аиду даже заходить. Так, Рашид, к сожалению, я заблокирую вас сейчас, или мой админ. Зло абсолютно заблокирую, пожалуйста. Повторяюсь, на канале нет мата, хамства и рекламы, и надеюсь, что больше не будет. Очень извиняюсь за людей, которые перед людьми, которые здесь сидят, за людей, которые сюда приходят. Большое спасибо, Зло. Нет, сейчас и баньте. Дальше, Александр, мой OnePlus 8T радует, и USB вроде 3.1. Нет смысла с 8T переходить. Я уже говорил, что на 10 OnePlus 10 Pro стоит переходить, начиная с 7. Там уже разницу ощутишь. Александр, китайцы в описании пишут версии China, но в то же время написано Global. Так все-таки Global или Китай? Валера, это вы о чем? О каком смартфоне? Если написано China, значит China. Сань, а сами Samsung считают, может он перепрошит свои FE версии флагманами? Fan Edition, наверное, да. Я говорю, я в Samsung'ах начал вот с ноября люто их покупать, но я ходил с S21 почти год, к слову. И за это время я считаю, что я набрал достаточное количество опыта, чтобы о нем рассуждать. В каком магазине ты видел наушники Sony 21? Секрет фирмы. Для цен и всего остального существуют PolzaNet скидки. Я туда их не постил, потому что их раскупили моментально. Мой знакомый купил, я ему скинул, но там их было немного. То есть такие вещи приходится мониторить. А если брать Тмол, то там было по 23. Вот. Просто если вы зададитесь целью, то вы сможете его приобрести. Вопрос в этом. Их конкретно. У меня не телемагазин. И я не... как сформулировать? Я не продаю ничего. Я могу вам только сказать, что за какую цену я видел и за какую цену покупали. Где я не буду русский ритейл рекламировать. Потому что это надо ловить. Саша, все, спать, доброй ночи. Игорь Толстых, огромное спасибо, что пришел. Не забываем прожать лайк. Новым Samsung расширили поддержку до 4 лет. Fan Edition 21 к ним относится. Но это супер. Танки не могу запустить. Они, скорее всего, определяют этот смарт как что-то нехорошее. Коннектинг не хочет. Не хочет. Ну ладно, я попытаюсь как-то похимичить и запустить танки. Но вполне возможно не запустится. Очень часто такая проблема с китайскими смартами, конкретно с танками. С чем-то у меня еще было, но у меня получилось запустить. Саша, Ushes as a lot, как на твой взгляд? Понятия не имею, что это такое. Почему не было обзора на Edifier Neobuds Pro? Потому что Edifier мне не всегда интересны, вот и все. Ожидаются ли в ближайшее время распродажи на Али? Она сейчас идет, к слову. Сейчас идет сейл, и он продлится еще 3 дня. Поэтому, если вы чего-то там планировали купить, welcome.
Дальше, почему не было обзора, уже ответил. 11T Master Explorer Edition, у кого основная камера лучше? Я вам не отвечу. Зачем брать телефон, который не будет поддерживать глобальную прошивку, а люди все равно хотят взять Китай-версию из-за вкусной цены, а потом мучиться с китайским софтом, может кому-то нравится с этим мучиться. Да, может кому-то, но дело в том, что если ты берешь, допустим, под конкретную цель, то есть ты знаешь, что ты будешь долбиться в Genshin постоянно. Почему нет? Вот. Александр, есть мнение об отказе производителя от полностью безрамочных телефонов, я имею в виду Oppo OnePlus 7 Pro, и очень он нравился экран, жаль, нет похожих вариантов. Да, он у меня в наличии, выезжающая камера, это круто, но да, вот так получилось все. Сэляви, как говорится, такова жизнь. Какие еще вопросы остались? Я думаю, что пора заканчивать нам. Напоминаю, 800 лайков рано или поздно, надеюсь, мы наберем. И после этого мы с вами будем прожаривать OnePlus 10 Pro. Александр, все. На этот смарт завтра, послезавтра уже я сделаю обзор, потому что, в принципе, прогнал я его полностью. Вот. Про особенности из разряда зарядки, прошивки и всего остального я вам рассказал. Показал все. К слову, за время того, как мы его мучили, он сел на, получается, больше, чем 50%. У него осталось 49% заряда. Печально, не печально, решать вам, но вот так. Вот. Есть еще вопросы или нет? Пока. Сокол, счастливо. Давайте, да, попрощаемся. Не забываем прожать лайк. 800 наша цель. И я думаю, что можно заканчивать. В хорошем смысле. Все. Всем огромное спасибо, кто зашел. Было очень приятно с вами всеми пообщаться. Еще раз всех с прошедшим праздником. И выезжающую камеру убрали из-за того, что не получается следить за людьми. Вполне возможно. Опоссум, ты досидела. Счастливочки тебе. Кастро, счастливо. Бинуральное расстройство, удачи. Дмитрий, Олег, Карташов тоже удачи. Дмитрий Гордиенко. Полностью вас не читаю. Зло. Спасибо, что зашел, спасибо, что помог. Огромное. Вячеслав Николаевич, счастливо. И вас 23-м. Спасибо за ламповые посиделки.